Приветствую тебя! Ты попал на новый ролик. Перед его началом я хочу попросить тебя скромно поставить лайк, написать комментарий, ведь это очень сильно влияет на продвижение данного ролика. Также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ну а самая лучшая поддержка — это подписка на мой Boosty или платный телеграм-канал. Там ролики выходят на день раньше. Ну а все ссылки ты найдешь в описании. Приятного просмотра. Донгва начинается с того, что показывает нам город под названием АЭС в 4386 году, где мы видим, что люди способны использовать магию и технологии, чтобы улучшить качество жизни и жить в мире, но в этот момент появляется могущественная гигантская жаба по имени А, который начинает разрушать все на своем пути. Заметив это, группа волшебников, известных как Команда Бессмертных, появляется, чтобы остановить А, и поэтому они начинают сражаться с могущественной жабой-глотателем. Но во время боя волшебник по имени И замечает, что в центре конфликта находится мальчик, который, как оказалось, и есть главный герой. Главного героя зовут Ван Линг, и по этой причине Е решает спасти его, а затем просит его держаться подальше от драки, и после спасения Прота он продолжает свой бой против А. Во время смены сцены мы переносимся несколькими годами позже в будущее, где нам раскрывается, что именно Джей был тем, кто спас его. Ему удалось победить легендарного монстра, так что этого монстра начинают почитать в городе как героя. А затем мы видим, как Эль Прота посещает свой первый учебный день в академии под названием 60. Но на этом его останавливают несколько школьных хулиганов, которые пытаются украсть у него деньги. Однако появляется девушка по имени Ронг и очень легко побеждает головорезов, заставляя всех взволноваться, увидев ее, поскольку она принадлежит к благородной семье по имени Солнце. А потом мы видим, как Ронг говорит Проте, что она будет защищать его с сегодняшнего дня, однако Прота дает ему деньги только в знак благодарности, а затем уходит. В результате чего все шокированы, увидев это. И после этого студенты собираются перед голограммой Yi, который представляется директором академии. Там он говорит всем, что они должны пройти тест на духовную силу, поэтому студенты должны будут входить в комнату один за другим, и там они понимают, что в комнате находится духа. Затем нам открывается, что настоящий находится в запертой академии, и, представив профессора по имени Сука, он объясняет всем, что испытание состоит в том, чтобы поразить духа. Таким образом, они получат очко в зависимости от своей силы, поэтому все ученики начинают бить духа одного за другим. В этом нам открывается, что А поглощал энергию всех учеников, поэтому если бы его ударил еще один человек, он мог бы освободиться от этого. Тюрьма. Но в этом появляется Прота, и увидев его, он понимает, и там нам открывается, что Прота был тем, кто на самом деле победил А в прошлом. Поскольку Джи потерял сознание после того, как был побежден одним ударом жабы, и по этой причине А начинает очень бояться Прота. Прота, так как он мог уничтожить ее душу одним ударом, поэтому он решает самоуничтожиться, чтобы сбежать с духом, в результате чего Прота получает слишком высокий балл. Однако все начинают верить, что это всего лишь системная ошибка, но все же Сука говорит Проту, что отныне он будет принадлежать к элитному классу. Так что позже Прота идет в свою гостиную, которой руководит профессор Пан, которая начинает объяснять всем, как использовать заклинание призыва. Поэтому она проводит демонстрацию, призывая духовную рыбу, и, следуя ее примеру, просит всех попытаться вызвать что-нибудь. Поэтому все пытаются оживить духовное существо, однако Ронки единственный человек, которому удается вызвать хорошего духа. А затем Пан просит Прота попытаться вызвать существо, поэтому Прота пытается использовать часть своей силы, чтобы не привлекать к себе внимания, однако в конечном итоге он вызывает А, в результате чего тот пугается того, что находится перед Протой, и увидев это, Пан использует заклинание, чтобы удержать его, в результате чего он превращается в собаку, с которой все ученики начинают обращаться с большой любовью, поэтому они решают сделать это частью этого. Из академии. И после этого урока мы переносимся в прошлое, где нам показывают, как отец Прота находится в приемной, но внезапно в родильном зале происходит сильный взрыв. А затем появляется новорожденный Прота, идущий перед ним, что приводит к тому, что его тело теряет равновесие. Отец будет очень удивлен, и после этого мы увидим, как Прота находится в своей комнате со своими родителями. В этом он понимает, что несмотря на то, что он всего лишь ребенок, обладает огромной силой, поэтому с этого момента он решает попытаться остаться незамеченным. Однако мы видим, как спустя некоторое время родители обнаруживают истинные силы Прота,
поскольку им удается увидеть, как он одним ударом победил А. По этой причине его отец решает создать сильную печать, способную удержать силу Прота, но в процессе он также теряет свою силу. Они подавляют свои эмоции, поэтому с этого момента Прота начинает вести себя очень холодно. И возвращаясь к настоящему, мы видим, как Прота возвращается в академию после своего первого дня, и там он понимает, что они проводят голосование за делегата зала. Но тот решает проигнорировать их и пойти купить лапшу. Но по прибытии в магазин он понимает, что голосование проводится за делегата зала. Все было куплено Ронг, так как она планирует предлагать все продукты абсолютно бесплатно для учащихся и таким образом явно выиграть их голоса. И по этой причине несколько парней по имени Чин и Куо злятся на нее, но тут появляется Рон и пытается убедить их своей компанией, и тут разговор явно прерывается Эль Прота, который говорит Рону, что он получит 5 кусков лапши в обмен на его голос, и после того, как он говорит Рону, что он не против. Это явно отступает, в результате чего все следуют его примеру, и в этом Рон использует свое заклинание очарования, которое позволяет ему сделать так, чтобы все стали его последователями при условии, что он сделает ему подарок. А затем один из сопровождающих Рона предлагает ей золотую таблетку от имени Рон Прота, поскольку Прота никому ничего не должен, и поэтому, когда они возвращаются в класс, Прота единственный, кто не находится под чарами Ронга. И с этого начинается урок. Там Прота машет рукой Рону, благодарит его за лапшу, однако Рон путает знаки, поэтому он съедает таблетку, думая, что это поможет ему получить гораздо больше силы, чем у него есть. Но тут нам становится ясно, что это не так. Таблетка была создана отцом Проты, чтобы уменьшить силы, поэтому, употребляя ее, она освобождает всех от чар. Так что выборы проходят нормально, и позже нам стало известно, что Чен становится делегатом класса. А затем на следующий день Прота отправляется на занятия в лабораторию, так как профессор Пан начинает объяснять им, как создать волшебную таблетку. И после упоминания о том, что Чень был волшебником, необходимые ингредиенты просят всех попробовать их создать, поэтому студенты начинают их создавать, доказывая нам, что Кью – это тот, у кого больше всего талантов в создании таблеток. А потом мы видим, как Шен разрушает духовку, священную для его семьи, поэтому он в слезах убегает из зала. И после этого все студенты покидают лабораторию, чтобы дать своим таблеткам очиститься. И на этом все, иди в зал, так как этот парень планирует поглотить волшебную печь Куо, чтобы вернуть себе былую силу. Однако Прота явно появляется и начинает следовать за ним, пока ему не удастся его поймать. Но через несколько минут Куо натыкается на Прота, и там он понимает, что у этого есть его духовка, поэтому Куо злится на него и начинает угрожать ему пистолетом. Так что Куо, не обращая на него внимания, убегает. Прота явно возвращает вам вашу духовку. Однако Куо стреляет ядовитой жидкостью в Прота, но Прота легко уклоняется от него, в результате чего яд попадает в Чена, который оказался позади Прота по чистой случайности. Увидев это, Ку просит Прота о помощи, поэтому они оба начинают работать над противоядием от Шона. Но А прерывает процесс, используя свою способность против духовки Куо, и увидев это, Прота и Куо ловят А. И там он объясняет им, что его способность позволяет Шону выжить, ускорить и повернуть время вспять. Поэтому с вашей помощью они решают ускорить процесс создания противоядия, а затем четко передать его Чону. А теперь после этого он просыпается на школьном поле рядом с Прото и Куо. И Ку объясняет им, что им удалось починить печь его семьи, так что Чен явно рад за них. И поэтому у Чена и Куо улучшаются отношения с Протой, так что они оба становятся его первыми друзьями. На следующий день мы видим, как Прота сидит в своем классе, а затем перед ним появляется Рон, и там он предлагает ему пойти на свидание вместе. Но в этот момент Прота понимает, что некоторые убийцы пытаются убить Рона, поэтому он сбивает снайпера, используя свою силу. И после этого принимает предложение Рона, в результате чего все в школе начинают обсуждать это свидание в своих социальных сетях. А затем мы видим, как Адзука просит Протона направиться по указанному адресу, и как только он оказывается там, Прота встречает и который сообщает ему, что знает, что Прота был тем, кого он победил много лет назад, поэтому он просит его считать его своим учеником и обучать его. Но когда он узнает, что Прота был тем, кого он победил много лет назад, он просит его считать его своим учеником и обучать его. Увидев это, Прота решает использовать свои силы, чтобы стереть часть его памяти. А потом Прота спокойно уходит из управления. И на следующий день мы видим, как Прота оказывается у себя дома. И раздвинув шторы в своей комнате, он замечает, что Рон стоит там вместе со своими сопровождающими, заставляя Прота удивляться. И после этого его родители начинают подбадривать его на первом свидании. Поэтому, получив несколько советов, Прота выходит из дома, а затем садится в лимузин Рона, чтобы отправиться в парк развлечений. И по дороге Рон объясняет ему, что парк был куплен одним из них.
от ее бабушки и дедушки, которая явно купила его для себя, поэтому по прибытии она встречает только их и гидов. И в этом случае убийцы появляются в парке и пытаются убить Рона, стреляя в него из пистолета, однако Прота останавливает пулю своим ртом и очень легко возвращает его к выстрелу. И после этого Прота стирает это последнее воспоминание Рону и гиду. И так оно и остается, мы срываем попытки убийств на протяжении всего маршрута, поэтому они проводят весь день, пытаясь достичь своей цели, но безрезультатно. А потом мы видим, как Ронг и Прота решают сесть на колесо обозрения. Оказавшись наверху, они явно начинают наблюдать за искусственными играми, которые устроили сопровождающие Ронга, так что они оба прекрасно проводят время вместе. Но в этот момент появляются убийцы. И тут они начинают угрожать им своим оружием. И в этот момент Рон понимает, что они принадлежат к преступной организации под названием Цзиньлю. И после этого она встает и просит их не причинять вреда Проту, поскольку она планирует пожертвовать собой, чтобы защитить его. В этом, очевидно, Прота злится и использует свою силу, чтобы сбросить убийц с колеса обозрения, и после этого она просит Рон, обещает ему сохранить секрет своей истинной силы. На что Рон отвечает, что да, и поэтому они оба продолжают вместе смотреть искусственные игры после этой неудачи. На следующий день мальчики возвращаются в академию. Однако лидер Цзиньлю по имени Цзян обнаруживает, что шпионит за Жун, поскольку он планирует снова убить ее. И на этом мальчики встречаются с Цукайджи. Эскино рассказывает, что накануне вечером она была в парке развлечений со своей группой, так как планировала защитить мальчика. Прота и Рона, потому что он не совсем потерял память. И в этом случае Прота использует против него свою магию, чтобы заставить его думать, что он победил двух убийц в парке, так что вся заслуга в задержании убийц принадлежит ему и после этого объяснения и демонстрации ему приказа об убийстве отправленного Цзиньлю, что означает, что на Рона нападут в тот же день. И именно поэтому Джи упоминает, что он уже позаботился о безопасности Академии, поэтому несколько элитных солдат появляются в школе, чтобы защитить ее. И после этого Прота, Рон, Куоичин отправляются в управление, чтобы быть в самом безопасном месте. Однако мы видим, как во дворе из-под земли появляется убийца по имени Джу, и после этого он начинает выводить из строя охранников снаружи. А затем они вступают в бой с другими его товарищами. А с другой стороны мы видим, как Джи и Сока понимают, что на них уже напали, поэтому они становятся настороже, в то время как мальчики обнаруживают, что очень тихо разговаривают. И в этом Рон говорит Проте, что она защитит его, так как она постепенно начинает влюбляться в него. И во время смены сцены мы видим, как появляется второй убийца по имени Джин и использует свой яд и оружие, чтобы уничтожить солдат, стоящих в школьном коридоре. После этого Джин получает мощную атаку, от которой ему удается с трудом увернуться, и в этом нам становится ясно, что тем, кто выпустил снаряд, был Сука. Поэтому они оба начинают драться, вызывая большой скандал на весь зал. Но в этом Сука демонстрирует свою истинную силу, поэтому Джин решает использовать бомбу с ядовитым дымом, чтобы попытаться сбежать. Но в этом случае он врезается в дверь управления. Поскольку Прота решил выйти, чтобы получить немного лапши, и, находясь на земле, Сука использует ситуацию в своих интересах, чтобы вывести его из строя. А с другой стороны мы видим, как Су победил всех охранников, и в этом он предстает перед ним. Поэтому Су начинает ласкать его, однако А начинает поглощать всю его жизненную энергию, и после этого он принимает свою первоначальную форму, с помощью которой ему удается очень быстро победить его легко. И в одной из сменяющих друг друга сцен нам представляется лидер убийц по имени Суджи, который обнаруживает, что накапливает энергию, чтобы разрушить защиту директората. Но в этот момент появляется Прота, а затем он получает пакет с лапшой с крыши. Так что Суги думает, что это не так. Это явно не было обнаружено. Однако Прота направляется прямо на него, и, будучи обнаруженным, Суги решает использовать молот против Проты. Но при использовании его сила отражается от него, в результате чего Суки выходит из строя. И после этого Джи встречает, что Прота полностью гордится им. Но в этом Прота использует магию, чтобы заставить Джи поверить, что именно он действительно победил Суджи, поэтому Джи снова берет на себя ответственность. А тем временем Прота притворяется, что серьезно ранен в руках Джи, поэтому Прота начинает проводить следующие несколько дней в своем доме, отдыхая, так как Рон прислал ему лучшие технологии, чтобы он выздоровел. И в этом она появляется вместе с Куо, Чонгом и А, чтобы навестить его. И вот они приносят ему разные подарки. А потом Рон пытается ввести Проту лекарство, однако Прота сразу встает и говорит, что с ним все в порядке. И после этого Шен вручает Проту браслет, который оценивает духовную силу каждого ученика,
так как турнир духовных мечей находится поблизости и они должны встретиться. Решите, кто будет участвовать, чтобы каждый начал использовать свою духовную силу, чтобы получить свои результаты. А с другой стороны, мы видим, что в Академии 59 человек делают то же самое, поскольку они также планируют принять участие в турнире. И там мы видим, как президент совета по имени Тан демонстрирует свою силу, занимая первое место в рейтинге. Но на этом Прота проходит тест, и понимая, что он приложил большую силу к своему браслету, он решает отправить его с планеты. В этом случае Прота получает нулевой результат, и это ставит его на первое место в рейтинге. Видя, что это может быть проблемой, Прота решает посетить дом Куо позже. И там он просит его изменить результаты рейтинга, чтобы она пытается войти в систему, используя свои навыки. Однако, когда она это делает, в конечном итоге срабатывает охранная сигнализация, из-за чего Куба вынужден очень быстро покинуть систему, и в конце концов ей не удается изменить оценку Прота. И на следующий день мы видим, как члены Академии 59 тренируются в лучших условиях, поскольку они владеют различными областями в Академии, чтобы иметь возможность изучать навыки и таким образом использовать их. А с другой стороны, мы видим, как Джи встречается с Паном Идзукой, чтобы поговорить о турнире, и сообщает нам, что 60-я Академия встретится в 59-м в первом раунде. И в этом случае они решают, что 5 участников из Академии 60 будут первокурсниками, поскольку в прошлом году у них не было оборудования для участия. Поэтому Джи говорит Пану доверять новым ученикам и попытаться немного их обучить, чтобы они пришли полностью профессионала на турнире. И после этого он упоминает, что 5-м членом команды будет А, поскольку духовные животные также могут участвовать в турнирах. И по этой причине Джи просит А пройти тест на духовную энергию и говорит ему, что если они выиграют, то он освободит его от цепей, поэтому он решил использовать свою магию. Поступая так, он занимает второе место в школьном рейтинге. И после этого мы видим, как Прота, Рон, Чен и Куо развлекаются со своими увлечениями. Но в этот момент Сука решает связаться со всеми 4 из них, и там он уведомляет его, что они были выбраны в качестве представителей Академии 60 вместе с Ха. И поскольку это турнир 60-х, в котором принимают участие все 4, он не может быть исключен. Духовные мечи они должны выковать сами, прежде чем начинать турнир. Однако Чен доказывает ему, что у него явно уже есть одна, которую он получил от своего отца. И тогда мы видим, как Ку и Ронг также владеют своими собственными духовными мечами. И после этого Азука спрашивает, способен ли А создать оружие, на что он отвечает, показывая свой собственный духовный меч. А затем мы видим, как Прота упоминает, что он тоже владеет своим собственным, так что все в восторге, готовьтесь к турниру. И после этого Сука объясняет ему, что духовные мечи могут развиваться до такой степени, что обретают собственную жизнь. Поэтому они просят всех тренироваться до такой степени, чтобы сделать свое оружие духовным. И после этой встречи Прота направляется к своим родителям, которые смотрят новости, в которых несколько солдат вторгаются на базу Цзиньлю. Но на этом Прота прерывает их и продолжает спрашивать, где его духовный меч, и после этого они начинают его искать. На следующий день мы видим, как Прота встречается с мальчиками, и там он показывает свой меч своим друзьям, заставляя всех удивиться, увидев, какой он маленький. И после этого Сука объясняет всем, что они пробудут в Академии 59 дней, поэтому он удивлен, увидев, что Прота ничего с собой не носит. Но тут до нас доходит, что Прота планирует симулировать боль в животе, чтобы избежать участия, так что это дает ему поверхностное оправдание. Сахар. И после этого все отправляются в Академию 59. И по пути нам открывается, что меч Прота обладает духом, называемым Кто. И если ясно, что пока я рассказываю это аниме, мы можем сказать, что имена очень странные, но это то, о чем говорит история, которого он пытается скрыть, чтобы не напугать других участников. А теперь после этого мальчики прибывают в Академию 59, где их ждут их участники и профессор Си, которая представляется нам вечной соперницей профессора Пан, из-за чего они обе начинают оскорблять друг друга. И после этого Сия решает использовать навык отправки текстовых сообщений против Эль Прота, поскольку она планировала высмеять Пена, используя низкий уровень своего ученика. Но Прота использует ситуацию в своих интересах и притворяется, что чувствует себя плохо из-за способностей Си, заставляя всех автоматически удивляться. И в этот момент он сообщает Проте, что его печать силы вот-вот сломается,
что может привести к тому, что Прота разрушит мир своей высвободившейся силой. Поэтому Прота решает притвориться, что он явно без сознания, чтобы найти способ предотвратить разрушение его печати. А потом мы видим, как медсестры Академии решают перенести его на носилки, и в этот момент в Проту попадает молния, в результате чего он начинает гореть. Но в этом случае вы вмешиваетесь и заворачиваете его в бинты. И увидев это, Рон пытается напасть на Тан, но ее останавливает Зука, которая в этот момент просит всех успокоиться. И таким образом нам открывается, что тот, кто запустил молнию, был пятым членом Академии 59. А с другой стороны мы видим, как в лазарете они пытаются вылечить Прота, но там они понимают, что его больше нет на носилках. И на этом мы видим, как Прота пытается сбежать из Академии, не используя свои силы, поскольку если он использует только немного своей духовной энергии, он может сломать всю печать. Поэтому ты решаешь позвонить своему отцу, чтобы сообщить ему о ситуации, которая происходит, поскольку буквально это очень беспокоит. И во время смены сцены мы видим, как обе группы находятся в тренировочном лагере, и там, если он начнет объяснять ему правила турнира, что заключается в том, чтобы прибить его. Ваши мечи на разных алтарях огромного поля, так как они начнут набирать несколько очков, и победит та команда, которая выложится на 100% со своим оружием. Доказывая нам, что игра похожа на захват флага, и после объяснения Куо понимает, что в группе 59 всего 4 участника, но в ней появляется пятый участник по имени Фэн, который оказывается очень ловким и быстрым. И в этом он начинает флиртовать с Ронгом, предлагая ему розу, и там Чен пытается остановить его, но Фэн начинает бить его подряд, показывая ему, какой он сильный. И после этого Шен снова встает на ноги и начинает драться всерьез. Поэтому Фэн решает использовать свою негативную энергию против него, в результате чего Шен теряет руку, но тут появляется Прота и спасает Шена, возвращая ему руку в процессе. Из-за чего Фенг удивляется, увидев Прота, поэтому он явно решает ударить его, но в этом случае Прота получает свой удар напрямую. И после этого Прота подходит к Ронгу и показывает розу, которая недавно была у Фэна, заставляя всех быть удивленными. Скорость Прота. А затем, если он прервет ссору, попросив всех пройти в комнату отдыха. И в этом мы видим, как Джин проникла в 59-ю Академию, однако ее легко обнаруживает Фэн, который обнаруживает, что она уже не молодая студентка, что приводит к тому, что Джин смущается. Разозлить и отправить его в полет одним ударом. И в этом Фэн начинает использовать свою негативную энергию, однако Цзянь нейтрализует ее за секунду, а затем побеждает его пальцами. В этом мы видим, как Прота пересекается с обоими, и увидев это, Джин использует ситуацию в своих интересах, поэтому он явно тоже решает атаковать Прота. И после этого Жан похищает их обоих, оставляя их на крыше здания Академии. И в этом он начинает провоцировать Прота, в результате чего тот постепенно злится и печать начинает ломаться. Но в этом он вмешивается и упоминает Проту о лапше, которая продается со скидкой, в результате чего Прота снова успокаивается. И в этом мы видим, как появляется водитель Джан и вручает ему несколько впечатляющих прядей Фэн, с помощью которых Джан удается стать им. И вот он проникает на заседание Академии 51960, рассказывая всем, что Прота был похищен. И услышав его описание, и понимает, что похитителем является Цзян, поэтому все начинают спорить о том, что им следует с этим делать. И в этом секретарь студенческого совета 59-го по имени Изабель упоминает им, что она уже знает, где находится Прота, поскольку он смог открыть это, изучая духовные энергии каждого. И в этом Рон упоминает всем, что она планирует спасти Прота, несмотря на то, что она является настоящей целью. В результате чего Шен и Куо также готовятся помочь ей, поэтому все решают поддержать ее. Заметив приближающихся охранников, водитель решает подойти к Фэну, и после этого они пинком прячут его в гостиной на нижнем этаже, в результате чего он падает без сознания. И после этого водитель начинает сражаться со стражами Ронга, и после победы над несколькими он решает создать великое заклинание, которое вызывает армию духовных всадников на небеса. Однако Ронг останавливает всех, используя свой духовный меч, а после этого вызывает еще несколько мечей, с помощью которых начинает бросать вызов водителю. И на этом водящий начинает вспоминать свое прошлое, показывая нам, что на самом деле он учитель Цзян по имени Ни, который обучал его, чтобы она могла. Я мог бы убить его когда-нибудь. И после этого
воспоминания мы видим, как не пытается убить Рона, однако он появляется, чтобы спасти ее, а затем начинает сражаться с учителем Джан, что дает Джан время приблизиться к Рону, который был ранен после боя с ней. Но в этом мы видим, как не пытается убить Рона, он появляется, чтобы спасти ее, а затем начинает сражаться с хозяином Джан, что дает Джан время приблизиться к Рону, который был ранен после боя с ней. Но в этом мы видим, как главный телохранитель Эллы останавливает ее, так что они оба начинают сражаться, а с другой стороны мы видим, как Ней застрелен снайпером, и в результате чего он ранен, падает на крышу здания и после этого и приближается к нему. Но при этом Ней решает самоуничтожиться, используя мощное заклинание. Однако этого останавливает А, которому удается поглотить большую часть его энергии. И во время смены сцены мы видим, как телохранитель Ронга погиб после боя с Джин. А затем мы видим, как Цзянь приближается к Рону, но заметив, что она окружена людьми, решает отступить, тем самым завершая конфликт с похищением Прота. Итак, на следующий день начинается официальная битва между академиями, где мы видим, как Цзянь превращается в Фэн. И после церемонии обе группы направляются к некоторым кристаллам телепортации, и в этом появляется отец Прота, чтобы вручить ему новую печать. Однако Прота телепортируется до того, как он успевает прибыть вовремя, поэтому он вынужден участвовать со своей печатью ослабленные. А затем мы видим, как команда 59 появляется на поле, и там Тан просит Изабель найти всех их соперников, что позволяет ему узнать его текущее положение, показывая нам, что А находится рядом с Яном. А с другой стороны мы видим, как субъект по имени Фей решает отправиться на поиски Прота, что делает его самым слабым членом команды 60. И после этого Тан обнаруживает, что Ку прячется за скалой и очень быстро автоматически устраняет его. Но в этом случае нам становится ясно, что на самом деле он был суррогатным клоном, который явно не был настоящим Ку. Поэтому настоящий Ку направляется, чтобы помочь Протону. А с другой стороны Чен пытается захватить алтарь, который защищен несколькими металлическими лезвиями, которые разрубают все на своем пути, но в этот момент перед ним появляется Изабель. И в этом Шен говорит ему, что он был воспитанный так, чтобы не бить женщину, поэтому он предлагает сначала нанести 3 удара, но в этом Изабель и вера в его ловкость, что приводит к тому, что Шен начинает причинять себе боль до такой степени, что ему становится очень больно. С другой стороны противостоит Янь, замаскированный под Фэн, но после перекрестных атак он прячется от нее, чтобы быть в безопасности. Поэтому Джан решает продолжить свой путь, чтобы продолжать завоевывать больше алтарей. А затем, во время смены сцены, мы видим, как Фей сталкивается с Протоном, но когда он пытается атаковать его, появляется Кью, чтобы защитить его, который начинает использовать свою магию оскорблений для атаки, таким образом затевая драку, чтобы защитить Протона и захватить алтарь. А с другой стороны мы видим, как ранее удается покорить алтарь, но в этом она атакована духовным мечом, так что на этом написано, что она призывает духа своим собственным оружием. И тут нам открывается, что нападавшим на нее был Тан, который доказывает, что он также способен проявлять дух своего меча, так что вы оба автоматически начинаете драться. Однако Рон не может сосредоточиться из-за того, что его друзья находятся в невыгодном положении, но услышав, что они проигрывают, он решает серьезно сразиться с Таном. И в этом Тан использует отличную способность, с помощью которой он замораживает все вокруг, поэтому Рон начинает терять преимущество, обладая способностями к воде. Однако она продолжает сражаться с духом Тан, но после нескольких переходов в атаку мы видим, как Цзянь вступает в бой, так что Рон снова оказывается в невыгодном положении. Но в этот момент мы видим, как Фэй взлетает в воздух, из-за чего Тан и Цзянь отвлекаются. И в этот момент Рон использует отвлекающий маневр, чтобы сбежать через воду. И после этого Тан говорит Цзянь, что он уже знает, что она не Фэн, но все же просит ее помочь выиграть взамен, чтобы помочь ему исполнить его желание. Поэтому Ян решает следовать приказам Тана, и после этого Тан начинает завоевывать алтарь, но в этом мы видим, что 60-я группа начала продвигаться так хорошо. И тут нам открывается, что во время ссоры между Кью и Фэем и Протой он встречает А, и увидев это, последний решает высвободить часть своей духовной энергии через свои чувства. В результате чего А пытается остановить печать самостоятельно, и в этом оба они сливаются. Вот мы и видим, как Прота теперь может использовать свои силы, поскольку ему поручают остановить печать. Поэтому Прота отправляет Фейка в полет по небу, просто слегка коснувшись его плеча, и после этого покоряет антар, на котором находился Прота и Куо.
И заметив, насколько сильным стал Прота, 59-я группа начинает разрабатывать новый план, поскольку они должны избегать встречи с Протой, пока они занимают другие алтари. Поэтому все начинают перемещаться в разные зоны лагеря. А с другой стороны мы видим, как Прота встречается с Шоном, и там ему удается заставить его полностью прийти в себя, а затем он берет алтарь там, где он был. И после этого Прота начинает улыбаться после разговора со своим другом, что приводит к тому, что Шен рад видеть, как он демонстрирует свои способности чувства в первый раз. А затем Рон и Куо общаются с Протой и Шоном, и там они начинают разрабатывать план, как выиграть турнир, поэтому Рон и Куо начинают думать, как бы выиграть его. Пусть Шен и Прота будут посланы защищать каждый свой алтарь соответственно, будучи спровоцированным им, в результате чего Рон может направиться к алтарю, чтобы схватить его, но в этот момент появляется Тан вместе со своим духом, чтобы остановить ее. И тут нам открывается, что Рон и Тан знают друг друга с детства, поскольку их семьи были врагами 1000 лет, и по этой причине Рон и Тан так плохо ладят. А потом мы видим, как Рон начинает сражаться с Лиамом и духом Тана одновременно, так что 60-я команда снова оказывается в невыгодном положении. Поскольку Изабель обнаруживает, что наблюдает за Протой у его алтаря, а с другой стороны Ян встречается с Чоном, начиная бой с Лиамом и духом Тана. Он должен вернуть металлический алтарь. Но в этом мы видим, как Чин может уклоняться от атак отрицательной энергии Яна, так что Яну удается выиграть довольно много времени, останавливая ее. Поскольку для завоевания алтаря требуется держать руки на мече в течение 10 секунд. На этом и заметив это, Джен решает спровоцировать Шона, сказав ему: «Я не могу этого сделать». Что это не тот способ, которым мужчина дерется, что заставляет Шона вспомнить свое детство со своим отцом, в котором он ненавидел тренироваться и драться. Но в этом его отец понимает, что у Шона была скрытая сила, несмотря на то, что он ненавидел драки. И после этого воспоминания мы видим, как Джан решает использовать металлические клинки против своего врага. Но в этом случае Шен защищается своим духовным мечом, в результате чего он может с трудом сопротивляться его атакам, но Джен начинает пробивать защиту Чена, так что ей явно удается сбить его с ног. Однако Чен отказывается позволить ей занять алтарь, поэтому Джан начинает избивать его, пока он не выйдет из строя, и после этого она направляется к алтарю, чтобы победить его. Но в этом Чен снова встает на ноги и демонстрирует часть своей скрытой силы, с помощью которой ему удается помешать Джан занять алтарь. А с другой стороны мы видим, как Рону удалось выиграть время у Куо, что позволяет активировать силу его духовного меча, в результате чего из меча Куо появляется большой феникс, который питается мечом Рона. И с помощью силы феникса Куо удается победить Тана и попутно Лиана одновременно. И в смене сцены нам показано, как Прота обманул Изабель, показав нам, что тот, за кем она следила, превратился в человека. Так что этот отвечает за то, чтобы победить сам ваша собственная учетная запись Изабель. А тем временем мы наблюдаем, как Прота начинает завоевывать оставшиеся алтари, поскольку, обладая крошечной силой, никто не заметит его присутствие. И это приводит к тому, что 60-я группа сравняется с 59-й по счету. На этом Ян злится и показывает свою истинную форму Ченгу, нападая на него в процессе. А с другой стороны мы видим, как Прота продолжает стремиться завоевать оставшиеся алтари. В этот момент его отец начинает его видеть, что заставляет его радоваться за него, поскольку за всю свою жизнь Прота никогда не стремился что-то выиграть. Потому что он не мог позволить никому узнать о своем существовании. Настоящая сила. Но в этот момент нам открывается, что благодаря друзьям, которых он встретил сейчас, Прота проявляет свои чувства. Поэтому, достигнув последнего алтаря, он пытается остановить то, что чувствует, поскольку не может позволить сломать печать. Так что, поскольку до победы осталось совсем немного, этот пытается убрать руки с меча. Однако появляется Рон и помогает ему держать руки на алтаре, в результате чего 60-я Академия определенно выигрывает турнир. И во время смены сцены мы видим, как Куо подходит к алтарю, где стоял Шен. В этот момент он понимает, что Шен полностью умирает, и поэтому Куо начинает просить организацию помочь спасти его. Поэтому профессора решают прийти ему на помощь. А с другой стороны мы видим, как Рон начинает праздновать победу с Протой, но в этом появляется Джан позади Рона и использует способность, чтобы уничтожить его душу перед Протой. И увидев это, он очень сильно злится на Прота. Это приводит к тому, что печать ломается, и на этом она появляется и останавливает время.
Однако Прота преодолевает временной барьер и очень сильно бьет Джана. И после этого он начинает сражаться с ней с остановленным временем, демонстрируя тем самым свою огромную силу против нее. И тут Джин понимает, что он не подходит для Эль-Прота, поэтому она соглашается умереть от его рук. Однако Прота останавливается, прежде чем нанести последний удар, поскольку она начинает вспоминать Рона, и в этом Ян просит его убить ее. Но в это Прота игнорирует ее и решает вернуться к Рону, и при этом он пытается вылечить ее, используя свою магию. Но Эль упоминает, что он больше ничего не может для нее сделать, потому что ее душа была полностью разбита, и услышав это, Прота начинает плакать. У нее есть выбор: остановить время навсегда или вернуть ход времени, на что Прота, немного подумав, решает проигнорировать оба варианта и продолжает пытаться перезапустить мир самостоятельно. И в этом мы видим, как мир начинает разрушаться из-за различных последствий, а затем снова и снова перезапускается Протоном. Но после перезапуска примерно сотни раз Прота понимает, что мир всегда заканчивается разрушенным и что он каждый раз возвращался к одной и той же точке. Ронг всегда был в одном и том же состоянии. И в этом появляется Кей, он говорит Проте, что теперь ее невозможно вернуть, а затем Прота пытается снова перезагрузить мир, но упоминает ему, что бесполезно пытаться так много раз, потому что девушка, к сожалению, умрет, так как Прота пытается вернуть ее. Результат будет таким же. И в этом Прота спрашивает, способен ли он остановить время, на что тот отвечает, что может заставить энергию течь со скоростью света, в результате чего все вокруг них останавливается. И в этом Прота спрашивает его, есть ли у него возможность вернуться в прошлое, и там он упоминает, что для этого ему нужно огромное количество энергии. Но в этом Прота решает активировать энергию, которую он накопил за пределами планеты, чтобы помочь что приводит к тому, что он делает удивлять, поскольку Прота планирует пойти против правил, установленных небесами. Однако Прота говорит ему, что Элу все равно, поэтому, услышав это, он решил снова слиться с Протой, и таким образом они пытаются повернуть время вспять. И после этого Прота появляется в свой первый день в Академии, где к нему начинают приставать те же хулиганы. Но в этот момент появляются Шен и Куо, которые помогают ему, в результате чего Прота снова благодарит их обоих. И после этого Прота идет на занятия. Но там он понимает, что Рона нет в этом мире, показывая нам, что Прота не вернулся вовремя, а создал новый мир, в котором он мог жить нормальной жизнью. Однако этот мир поглощает первоначальный мир, и в этом новом мире он тоже не ошибается. Поэтому Прота начинает жить своей обычной жизнью. Но в то же время чувствует, что забыл кого-то очень важного в прошлом или что-то в этом роде. А с другой стороны, в оригинальном мире мы видим, что в подземном мире царит большой хаос, и в этом мы видим, как дух Рона появляется перед королем подземного мира. И в этом король начинает просматривать его запись, и там он удивлен, увидев фамилию Рона. Вот так он решает провести тест своей ДНК, и таким образом нам становится известно, что Рон является потомком Сунь-Укуна, поэтому все в преступном мире начинают волноваться, узнав об этом. А потом король возвращает душу Рона и возвращает ее в нормальное состояние, чтобы она стала потомком бога. И после этого они решают отправить ее вместе с ее телом, чтобы помешать Проте уничтожить все миры, поскольку Прота буквально связывает ее с Буром. Поэтому Рон возвращается к жизни, и там он встречает это, который поражен, увидев ее живой, и после этого все начинается объяснить ему все, что произошло, с помощью планшета, с помощью которого Рон узнает о ситуации с Протой, который находится на колесе обозрения со своими друзьями, пытаясь вспомнить ее. Итак, Рон решает остановить разрушение первоначального мира, и там он просит Рона использовать его в качестве своего духовного меча, чтобы остановить Прота. Поэтому они вместе бросаются в атаку, и в это время несколько лучей света начинают стрелять, чтобы уничтожить Рона, но на этот раз они убивают друг друга. Он ловко уклоняется и парирует, и после этого ему удается догнать Протона и пронзить его своим собственным духовным мечом. В результате чего Прота восстанавливает сознание и свои воспоминания, и после этого Рону удается снова встретиться с Протоном. В этом случае Прота возвращается во времени в тот момент, когда Джан раскрывает свою личность, и там побеждает его одним ударом, тем самым предотвращая смерть Рона. И после этого покоряет последний алтарь, в результате чего 60-я Академия выигрывает турнир, что заставляет всех его друзей радоваться, услышав это объявление. И после этого нам становится ясно, что Прота смог повернуть время вспять благодаря своему слиянию с поскольку они создали кольцо времени и кольцо пространства, оба из которых дают ему достаточную силу, чтобы повернуть время вспять. Но единственное условие состоит в том, что Рон не может вспомнить, что произошло после его смерти от рук Цзина.
И тут Рон упоминает, что он полностью согласен, так что все возвращается на круги своя. И в этом отец Проты появляется со своим новым лейблом, и там он уже упоминает Проты, что как только у него снова будет лейбл, он снова потеряет свои эмоции. Но он Прота говорит ему, что у него с этим нет проблем, поскольку его самым большим желанием является мир во всем мире. И после этого второй сезон начинается с небольшого обзора первого и того, как повернуть вспять временную шкалу, которая изменила этот самый. И проблема с изменением временной шкалы заключается в том, что Ганлинг в разное время перезагружал планету Земля, поэтому духовная сила Ганлинга в том, что он изменил ее. Это то, что он изменил ее. Планета значительно упала. Даже в этом случае Прота сохраняет спокойствие и наслаждается своей жизнью, не общаясь с другими людьми. Но все меняется, когда начинается новое испытание, и те, кто не сможет его пройти, будут полностью исключены. Поскольку Проута хорошо сломан, у него нет проблем, но его другу очень трудно пройти испытание. Поэтому он просит у Ван Линг помощи в создании таблеток, которые повысят его работоспособность. Духовный уровень, и на следующий день начинается испытание, с помощью которого он должен поднять свою духовную силу, чтобы затем сам был поражен и не умер в процессе. В то время как некоторые проходят тестирование, Прота и его друг создают таблетки, но их прерывает учительница, которую они обманывают. И из-за страха, что их обнаружат толстыми, он в конечном итоге ест таблетки, повышая свой энергетический уровень до уровня Супер Сайен. Очевидно, его тело не выдерживает этого, и его спасает Ван Линг. После этого ему удается пройти испытание, и когда настает очередь Прота, у него все идет наперекосяк, поскольку его духовный уровень слишком высок. И он снова влияет на духовную энергию Земли, открывая брешь в пространстве, позволяя ему пройти испытание. Духовные импульсы человеческого мира рассеиваются в другом мире. Мир, в котором находятся те, кто послал жабу-ласточку, чтобы она завоевала Землю, но ей это не удалось. Их цель — украсть духовную энергию Земли, но теперь именно Земля крадет духовную энергию. Это их беспокоит, поэтому они решают искать жабу-ласточку. Вдобавок ко всему, печать Прота вот-вот сломается, так что его отец должен немедленно все удалить. И поскольку мастер Жаба-Ласточка находился за пределами дома, энергия Ван Линга в конечном итоге уничтожает его, но проблемы так просто не решаются. Поскольку прибывает сестра лидера фракции Теней, которая хотела уничтожить его Бронко, чтобы освободить его из тюрьмы. Высшая тюрьма, или так она думала, поскольку на самом деле она ищет мести, потому что оказывается, что в тот день, когда Ван Линг победил Жабу-Ласточку, в результате чего пострадал один из кораблей, на котором Юэ путешествовал вместе с Каном, Юэ оказался в подземном мире на 10 лет. И теперь он вернулся, чтобы отомстить, поскольку его сестра была ответственна за уничтожение этого корабля, но это сделала не его сестра. И когда он собирался убить свою сестру, приходит Кан, который и есть тот самый, который говорит ему, что он ждал все эти годы и из-за его потери стал толстым. Они все равно любят друг друга и уходят. И после этого они решают выковать меч для товарища по имени Линг. И Прота носит один из остатков одежды мастера Жабы-Глотателя, но это плохая идея, потому что он сам контролирует Линка и теперь хочет убить Сунь-Джун, поскольку, по его словам, это была она тот, кто выковал меч из своего кольца хаоса. Собирая все это воедино, лидер фракции Теней убегает. Но Прота понимает это и не оставляет это так просто. Но во время разговора с Сунь-Джуном его избивает Линк, и он открывает портал в подземный мир. Собирая это вместе, он также нападает на лидера фракции Теней. Но Ван Лин защищает ее, и она в конечном итоге наносит удар. Линк освободит ее и попутно отправит этого обратно в подземный мир. И как только лидер секты появится, Прота победит ее одним ударом. Но все снова усложняется, когда семья Сун Ронг терпит крах из-за низкой духовной энергии планеты, которая мешала им поддерживать свою компанию на плаву. Несмотря на все попытки Сун Ронг приспособиться к этой ситуации, она вынуждена подписать кровное соглашение с этим парнем. Очевидно, Прота этого не допустит. Именно так, с помощью своих друзей, он прибудет на эту церемонию, что бы ни случилось. Потом приходит Прота со своим ромом, но она говорит ему, что он должен сделать это ради своей семьи. Затем Прота избавляется от своего врага, принадлежащего преступному миру, и работает на семью мальчика, который думает жениться на Санронг. Дело в том, что бизнес отца Санронг снова очень процветает, и их арестовывают за работу с кем-то из преступного мира. Таким образом, все продолжают свою нормальную жизнь.
Но затем мы видим, что враг, которого победил Ван Линг, на самом деле не умер. И он использует программу талантов, чтобы собрать духовную энергию и инициировать контроль над разумом во всем мире. В дополнение к этому Цзиньсу Цзинь, лидеру фракции теней, снова удается сбежать, но она разбита метеоритом. Положительная сторона в том, что они понимают, что все ищут Сунь-Джуна, а она либо отвергает его, либо говорит им, что не хочет их, и заставляет их уйти. Это освобождает от контроля над разумом. И поскольку метеорит, разбивший Ян Суджина, также повредил антенну, они отправляются в космос, чтобы иметь возможность транслировать всем и освободить их, сказав им, что они их не любят, и этим они все спасены. После этого король подземного мира становится раздраженным, поэтому он открывает пространственные порталы и начинает атаку на Землю. Что касается Прота, то он и Санрон оказались в ловушке в третьем измерении благодаря некоторым пространственным лампам, которыми владеет король подземного мира. Прота получает доступ к панели настроек, но получает только некоторые визуальные улучшения. Тем временем на Земле им удается победить нескольких монстров с помощью Гроссмейстера, но этого недостаточно. И когда все поверили, что все кончено, Прота использует избыточную мощность ламп измерений и ломает печать измерений. После этого он отправляется спасать Землю, но его останавливает Линк, который рассказывает ему, что он принадлежит к расе бабочек, который на нее напал король преступного мира. И ее отец отправил ее на планету Земля, чтобы спасти ее. И теперь она ведет Эль Прота к лидеру преступного мира, или более известному как король демонов. Дело в том, что она уже делает все это, чтобы спасти свой духовный меч. Очевидно, план по их захвату с собой Прота очень плохая идея, поскольку на Земле они никогда не могли сражаться в полную силу, иначе это буквально уничтожит всю планету. Но поскольку это не их планета, Прота начинает сражаться с королем демонов и не пытается сдерживаться. И после того, как его избили на всю жизнь, они совершают вторую ошибку, а именно думают, что печать Прота — это слабое место, поэтому они забирают ее у него. Потому что с этим Прота высвобождает всю свою силу до такой степени, что разрушает планету, возвращая духовную энергию Земли. И таким образом побеждают люди, и на этом заканчивается аниме. Я также хотел бы сказать вам, что только что был подтвержден третий сезон. И я, кстати, собираюсь подвести итог в этом видео. Поэтому я хочу, чтобы вы все прокомментировали слово «король». А также не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что явно важно. Так что, не говоря вам больше ни слова, мы переходим к следующему сезону. Так что мальчики возвращаются к спокойной жизни после некоторого времени, проведенного на войне, и оба поражены, попробовав еду Йоши. Но в этом Рон замечает, что Прота не получает удовольствия от еды, поэтому Рон понимает, что он явно чувствует. Поэтому он говорит: «Я не знаю, что это значит». Что в этом случае Рон подает ему обычную хрустящую лапшу, которая вызывает у Прота полное изумление. И попробовав его, Прота начинает вспоминать все моменты, которые у него были с хрустящей лапшой. Поэтому он начинает плакать от счастья, в результате чего все вокруг внезапно начинает расцветать, и Куо понимает, что Рон выиграл конкурс дуэль. Поэтому он объявляет ее победительницей, что приводит Йоши в ярость. И после этого конкурса мы видим, как А засыпает, и тут ему начинают сниться сны о его детстве, где мы видим, как ему исполняется год. И поэтому его мать готовит ему праздничный торт, который рождается из яйца, так что А автоматически радуется. В этом случае он решает загадать желание стать королем демонов, чтобы ясно защитить вас всех. И после этого он просыпается. Понимая, что ему это снилось, он начинает есть, и после этого он получил уведомление со своего мобильного телефона, в котором сообщается, что сегодня его день рождения. И в этот момент появляется Прота, чтобы подавать еду. Увидев его, спрашивает, не хочет ли он чего-нибудь от него, на что Прота отвечает, спрашивая его, как отпраздновать его день рождения в его мире. И услышав это, он очень взволнован. А затем на следующий день мы наблюдаем, как мальчики собираются в классе, чтобы таким образом подготовить вечеринку-сюрприз для детей. День рождения, поэтому Рон начинает все организовывать так, чтобы все было как можно лучше. И в этом Прота упоминает Рону, что ему нужно яйцо на день рождения, поэтому он говорит ему, что позаботится о том, чтобы получить его самостоятельно. А затем Рон говорит Шону и Ку, что никто не может знать, что они делают. В этом А входит в гостиную, поэтому, увидев его, Рон и мальчики пытаются скрыть удивление. И через несколько минут мы видим, как Рон решает поручить Лин присматривать за А, которого он просит вывести его на прогулку как минимум на 2 часа. И в этом мы видим, как А начинает бежать изо всех сил, так как он хочет сделать сюрприз для вечеринки, день рождения удался. Поэтому она решила притвориться, что абсолютно ничего не знает. Так что пока мы смотрим, как ребята продолжают организовывать салон. С другой стороны, Прота использует это, чтобы открыть портал в другое измерение,
так что Прота входит в темную пещеру, в которой он начинает искать яйцо на день рождения. И через несколько минут ходьбы я должен предупредить Прота, что рядом с ними находится гнездо, так что там Прота понимает, что перед ним много яиц. Поэтому Прота использует одеяло, чтобы накрыть яйцо и таким образом очевидно унести его. И в этот момент появляется монстр, который присматривает за яйцами, но потом мы видим, как Прота благополучно возвращается в мир после победы над монстром. Поэтому там он поручает Куу яйцо в лаборатории. А с другой стороны мы видим, как Линк и принимали воздуха на небольшой площади, где оно начнет удивляться, если мальчики уже закончили все приготовления. Но в это хлеб появляется перед ними за то, что Линк четко приветствует, и там хлеб упоминается, что она планирует вернуться в лабораторию. Потому что именно там она оставила свой сотовый в результате несчастного случая и, услышав это, нарушается, потому что она может испортить сюрприз за то, что говорит Линде, что ему нужно ходить в туалет, и это начинает бег в сторону лаборатории, и через несколько минут ему поступает в лабораторию через окно и там понимает, что Проута нашел яйцо на день рождения, так что это радует ясно видеть, но в то запомните, что хлеб собирается войти в лабораторию, так что это превращается Энджи. И появляется на хлебе на входе и там передает ему сотовый на хлеб, а затем предлагает ей выйти в кино, что приведет к тому, что хлеб будет краснеть потому, что ей это нравится и довольна. Она решает принять приглашение, а затем автоматически удаляется полностью счастливым, так что после этого делает успокаивает. И в этом он наблюдает, как Кучен входит, чтобы забрать яйцо на день рождения, поэтому в этот момент он решает уйти. Но в этом он слышит, что мальчики готовили яйцо на медленном огне, и тут он понимает, что мальчики не знали, как его правильно приготовить, и это может вызвать проблемы. Катастрофа, поэтому он решает остановить их в этот момент. А с другой стороны мы видим, как мальчики встречают яйцо в гостиной, и в этом случае это яйцо разбивается, и из него выходит маленькое существо, что приводит Рона и Шона в явное волнение, но в этом случае существо прилипает к лицу Шона и заставляет его упасть. Превратись в зомби. И в этот момент из яйца начинают выходить несколько существ, которые начинают контролировать других мальчиков и охранников Ронга, так что они начинают создавать большую катастрофу. Но в этот момент появляется Прота, и там он начинает уничтожать всех существ за их собственный счет. И после этого Прота замечает, как за его спиной появляется большое существо, поэтому он уже уничтожает его своим мечом. И на этом он сводит на нет весь беспорядок, который был устроен в зале. Поэтому, увидев это, он решил использовать свои силы, чтобы вернуться во времени, чтобы таким образом устранить все неудобства. И после этого мы видим, как Эйлин снова входит в зал, и все ребята встречают ее с большой радостью. Однако тут нам становится ясно, что вечеринка-сюрприз была для Ли, поскольку у нее день рождения в тот же день, что и у Ха, так что Лин рада с ребятами и начинает их очень благодарить. И в этом Рон показывает ей торт, который они приготовили для нее, от чего Лин очень радуется. А с другой стороны мы видим, как она была в полном шоке, увидев это. А на следующий день мы видим, как мальчики посещают гору, на которой находится дом Куо, поэтому все решают исследовать ее вместе. Но в этом появляется огромная горилла, которая пытается напасть на мальчиков, так что все начинают убегать от этого зверя, однако гориллу останавливает другой, более могущественный зверь по имени Ранга, у которого, как выясняется, есть способности к стрельбе, поэтому он бросает в гориллу сильную вспышку, в результате чего горилла падает полностью побежденный. И после этого звание автоматически снимается. И в этом мы видим, как кто-то бросает капсулу, с помощью которой он ловит гориллу, и после этого нам становится ясно, что тем, кто ловит гориллу, был Тан, который объясняет мальчикам, что теперь модно быть повелителем зверей, которые являются людьми, которые ловят зверей с помощью капсул и используют их для борьбы. Так что в этом Тан демонстрирует, как горилла прямо сейчас подчиняется ему. И после этого Тан предлагает мальчикам присоединиться к нему в поимке зверей, на что Ку отвечает отказом, поскольку он считает духовных зверей друзьями, а не игрушками. И так после этого Тан решает уйти в отставку. И через несколько минут Шен спрашивает Ку, почему он так расстроен, на что тот отвечает, что не считает игрой быть повелителем зверей, поскольку у его родителей есть магазин духовных зверей, из-за чего Ку учится ценить их. И на этом она прерывает разговор, и там она упоминает, что уловила запах нового зверя, поэтому он автоматически решает подойти к ней.
В этом ребята понимают, что зверь – это раненый единорог. Поэтому, увидев ее в таком состоянии, ребята решают ей помочь. И через несколько минут мы видим, как все прибывают в дом Куо, который понимает, что его родителей нет дома. Поэтому он считает себя обязанным попытаться вылечить единорога самостоятельно. И через несколько минут мы видим, как все прибывают в дом Куо. Через несколько минут мальчики начинают надеяться, что лечение, которым они подвергли единорога, явно закончено. Но на этом Прота решает дать зверю кусочек своей еды, в результате чего зверь быстро поправится. Итак, через несколько минут мы видим, что единорогу уже лучше, и тут Куо решает позвать Серебро, но в этот момент Тан входит в дом Куо, и там требует, чтобы Серебро было передано ему, так как Тан заслуживает того, чтобы оставить его себе, потому что именно он нанес ему рану, и Тан говорит: «Мальчик, через несколько минут мы видим, что единорогу уже лучше». И там Куо решает позвать Серебро, но по законам зверей тот, кто был зверем первым, сможет оставить его себе. Так что, услышав это, Куо решает следовать законам и вызвать Тана на дуэль, чтобы таким образом сохранить Серебро, на что он явно соглашается. Поэтому все решают выйти на поле снаружи, и там Тан автоматически вызывает ранг, на что Куба отвечает, прося его войти, и услышав это, он отказывается. Но в этом Прота просит его помочь им, поэтому он считает себя обязанным явно сражаться. Однако Сильвер решает предложить себя в бой, так что там мы видим, как начинается битва между Ранго и Серебром, который не может сражаться всерьез из-за того, что Куо не знает его способностей, что приводит к тому, что Ранго начинает брать верх с его огневой мощью. Но в этом случае Прота открывается непосредственно Серебру, который просит ее положиться на нее саму, в результате чего кусок пищи Проты активируется. Так что в этот момент Серебро эволюционирует, и в этом случае Серебро останавливает мощную дальнобойную атаку. А после этого он очень сильно бьет его, в результате чего тот вместе с Таном улетает с поля битвы. Так что мальчики автоматически радуются победе. А потом на следующий день мы видим, как мальчики возвращаются в академию, и увидев Сильвер, все ученики в восторге от нее, что приводит Йоши в ярость из-за того, что она теряет популярность. А через несколько часов мы увидим, как Сильвера оказывается одна во дворе, так что воспользуйся этой возможностью, чтобы поохотиться на нее, так как кровь единорогов особенная. Но в этом случае Прота останавливает его одним ударом, и после этого Прота решает нарисовать круг защиты за Серебро. А затем Прота уводит, чтобы он не причинил ему вреда. И в этом мы видим, как Йоши появляется, чтобы схватить Сильверу, но когда он приближается к ловушке Прота, она срабатывает, в результате чего Йоши автоматически улетает. И через несколько часов мы видим, как мальчики навещают Сильверу, к которой они начинают относиться с большой любовью, кормя ее. И в этом появляется Цукан и говорит им, что иметь духовных зверей во дворе запрещено, но увидев ее в течение нескольких секунд, Цукан влюбляется в Сильверу, поэтому решает, что она должна быть с ним, позволить ей остаться там. А с другой стороны мы видим, как Йоши придумывает план по поимке Сильверы, и в результате она начинает предлагать ему много еды, в результате чего Сильвера вырастает и превращается в гигантского зверя. Так она случайно начинает наносить ущерб Академии. Заметив это, Цукан решает отвести ее в одно из 60-х зданий Академии, чтобы таким образом помешать Серебру съесть больше, чем следовало, и начать расти. И после этого мальчики решают оставить ее в покое, но в этом Йоши появляется со своими последователями, и там она случайно наносит ему удар камень эволюции. Поэтому Йоши пытается заставить Сильвер выплюнуть его, однако Сильвер эволюционирует и теряет контроль, так что в этом случае она направляется в город и начинает вызывать большую катастрофу, поэтому Иисус-воины решают действовать. И тут Ику пытается остановить его, чтобы они не поранили Сильверу, но в этом Сильвер проглатывает К. А с другой стороны, Прота начинает вместе с А наблюдать за всем в здании. Так вот, он решает снять печать с А, в результате чего А обретает форму гигантской жабы, с помощью которой он начинает противостоять Серебру. В этом случае Прота решает разработать план, чтобы остановить ее, поэтому он заставляет А открыть рот, чтобы поглотить А Серебро, так что в этом оно начинает поглощать энергию из него. В результате чего Серебро восстанавливает свою форму, в процессе изгоняя Куо и камень, поэтому Прота решает сломать камень эволюции. И после этого мы видим, как конфликт в городе А закончился, за что я благодарю Прота за то, что он спас его, и после этого Прота показывает, что Серебро не принадлежит его миру. Так вот, где Прота своим мечом создает пространственную трещину, которая соединяет мир, полный единорогов. И там Прота решает вернуться в Серебро, где ему и место. И после этого мы видим, как мальчики возвращаются в класс, и там Сукан собирает Проту и Чонга для тренировки на духовном мече, так что Чонг готовится атаковать Прота. Но в этом он начинает действовать иначе, очень странным образом, и после этого он сгибает духовный меч Шона, в результате чего Шен совершенно ошеломлен, став свидетелем всего этого.
А с другой стороны мы видим, как Рон тренируется с Линком, но при этом его меч начинает двигаться в какую сторону. Из-за чего они оба застревают, так что там Лин удивляется, что меч Прота обладает такой огромной магнитной силой. Но через несколько секунд она понимает, что ее меч пробудился, что заставляет ее меч пройти стадию бунта. А потом она говорит, что пробужденный меч создает магнитное поле, которое вызывает притяжение мечей противоположного пола. И вот Лин и Мон предлагает мальчикам пойти к нему домой, чтобы попросить его старшую сестру о помощи. Поэтому после этого мальчики идут в дом Эл, где их встречает его сестра, которая предлагает проверить мечи мальчиков, но когда Прота пытается использовать свой меч, это не удается. Он направляется к сестре Эл, так что в этот момент она понимает, что меч Прота пробудился, что приводит к тому, что теперь его привлекает сестра Эл. И так она упоминает, что необходимо поговорить с ним, чтобы помочь ему. Но в этом он уже появляется вместе со своими солдатами, и там он обнаруживает, что есть великий фехтовальщик в белом, который атакует духовные мечи, и когда он пытается остановить ее, духовные мечи у его команды были повреждены. Поэтому они просят сестру Лин о помощи, чтобы ясно дать понять, что это не так. Почините мечи. Но в этот момент ей звонят и говорят, что фехтовальщица вернулась, так что там ребята предлагают помочь остановить ее, поскольку они знают, что Джи и его команда не в состоянии ее остановить. Так что через несколько часов мальчики появляются перед фехтовальщиком и там начинают драться с ней. Однако фехтовальщице очень легко удается остановить их всех, поэтому, увидев это, Прота пытается вступить в бой, но она говорит ему, что не хочет драться. И тут сестра Дэй спрашивает его, почему он так к ней привязан, на что он отвечает, что делает это, потому что она ему нравится. И там сестра Эл говорит ему, что ей нравятся мечи, которые защищают других. В этот момент фехтовальщик в белом бросается в атаку на сестру Эл, но она трансформируется и останавливает ее небольшим порезом, обнажающим ее лицо. И в то же время, когда она обнажает свой меч, она понимает, что это не так. Увидев ее, Прота почему-то вспоминает свое прошлое, где мы видим, как его отец купил ему деревянный меч, когда он был маленьким. Однако продавец обманул его и решил не продавать ему ножны для меча. И в этом нам раскрывается, что фехтовальщица – это ножные сестра К. Поэтому Прота использует К, чтобы атаковать фехтовальщицу, в результате чего она возвращается в свою первоначальную форму. А Прота получает ножны, с помощью которых ему удается поддерживать пробуждение от возмущения что. И через несколько дней мы видим, как Джи следует за бандитами, которые украли священное сокровище в поезде, но в этом он встречает субъекта по имени Гром, который там говорит ему, что он смог вернуть сокровища у бандитов, которых они ограбили. А с другой стороны мы видим, как бандиты оказываются сотрудниками Йоши, которая хочет заполучить священное сокровище. Но в этот момент один из ее ниндзя понимает, что ограбление – это явно взрывчатое вещество, поэтому вагон, в котором они находятся, взрывается. И после этого нам стало известно, что сокровище будет продано на большом аукционе. Так что там Джилл благодарит Тру за то, что она его вернула, а затем Тру спрашивает, и планирует ли он участвовать в указанном аукционе. На что Джилл отвечает, что он здесь только для того, чтобы забрать его, защищать объекты. Итак, после этого мы видим, как собираются самые могущественные семьи, и на этом начинается большой аукцион, первым предметом которого является Небесная книга. Так что на этом семьи Рона и Тана начинают предлагать за это огромные деньги. И после этого мы видим, как начинается вторая распродажа, которая оказывается старыми колготками. И в этом нам открывается, что они принадлежали Проте и были проданы его отцом, так как он решил выбросить их, думая, что они уже старые. И в этом аукцион начинает демонстрировать, насколько прочны леггинсы, так что все автоматически очень удивляются. Так что несколько человек начинают предлагать за них большие деньги, но тут появляется Йоши и предлагает 11 миллионов за леггинсы. Так что в конце концов они явно достаются ему, а не остаются. И после этого начинается последняя распродажа со священным сокровищем, которое, как нам открывается, является волшебной лампой, которая исполняет любое желание. Так что в этот момент все начинают предлагать за нее огромные деньги. И после смены сцены мы видим, как Прота играет в карты, как ребенок, который с большой легкостью побеждает его. И тут он говорит Проте, что у него очень плохая колода карт, поэтому Прота решает купить несколько упаковок хрустящей лапши, чтобы получить как можно больше. Я дарю несколько писем. Но при этом он понимает, что ему достались только очень некачественные карты, из-за чего Прота автоматически расстраивается. Однако Проте удается наблюдать за аукционом через телевизор, так что в этом случае он явно звонит туда, кого просят, пусть он купит волшебную лампу за 87 миллионов.
Таким образом, он автоматически останется с лампой, и после этого он встретится с протой, которому он передает священный предмет, в результате чего прота активирует лампу, которая вызывает огромного дракона, который предлагает ему выполнить задание. Я желаю прота, но в этом прота использует его, чтобы атаковать дракона, поэтому он остается в Сейге, осознавая все деньги, которые они потеряли. И в этот момент дракон превращается в легендарную карту, поэтому, увидев его, прота обрадуется, осознав, что сможет отомстить за мальчика. И после этого прота начинает гулять с Куо, и по пути они встречают двух экзорцистов из семьи Йоши. Так вот, они понимают, что в последнее время в городе появилось много экзорцистов, которые всегда бездельничают на улице весь день. И в этом один экзорцист, которого они зовут Йоши, говорит: «О боже». Он проезжает на мотоцикле рядом с ними, так что Куо автоматически злится и оскорбляет его, в результате чего экзорцист оборачивается, и тут нам становится ясно, что речь идет о Шоне. Так что ребята явно шокированы. А потом на следующий день все видят, как Шен входит в 60-ю академию в качестве экзорциста, что вызывает у всех удивление. Так что в этом случае Куо решает поговорить с ним наедине, и там он говорит ему, что он президент элитного класса, так что я не против. Он должен быть частью экзорцистов, однако Чен решает игнорировать его, но тут появляется Пан, и там он решает отвезти Шона в свой офис, чтобы поговорить с ним. А с другой стороны, Рон встречается с мальчиками, которых он спрашивает, что они могут сделать, чтобы помочь Шону, поскольку они не считают экзорцистов хорошими людьми. Поэтому в этом случае прота решает разоблачить экзорцистов. И через несколько часов мы видим, как все идет не так в переулок в платье, чтобы экзорцисты могли попытаться распространиться с ней, пока ребята записывают. Итак, там прота готовится спасти Рона, но в этот момент Рон замечает, что экзорцисты начинают вести себя очень по-джентльменски, что автоматически вызывает у всех удивление. Так что в конце концов мальчикам удается запечатлеть только благородство экзорцистов. Но в этом случае Куо замечает, что экзорцисты охотятся за сумочкой пожилой женщины, поэтому Куо автоматически решает записать. Однако мальчики видят, как появляется Чин, чтобы помочь пожилой женщине перейти улицу. Поэтому экзорцисты пытаются остановить Чена. Поскольку там нам открывается, что старуха на самом деле демон, так что в этом случае экзорцисты начинают сражаться. И Ку и Рон тоже решают вступить в бой, в результате чего Шин радуется и решает победить демона, нанеся последний удар. И после этого мальчики понимают, что экзорцисты очень хорошие люди, поэтому они извиняются перед экзорцистами, которые решают пригласить Рона и Ака в свою группу, так как таким образом они смогут сражаться, чтобы победить всех демонов. Но в этом ребята понимают, что прота не был приглашен, так как он не проявил необходимых навыков. Поэтому Ченсо начинает его жалеть, и через несколько часов мы видим, как прота направляется к своему дому, но в этом его останавливает Чен, который говорит ему, что сделает все возможное, чтобы он стал одним из экзорцистов, и что он явно присоединится к этой группе, что вызывает у проты дискомфорт из-за того, что он не хочет этого делать. Но в этом Шин показывает ему, что его отец выгнал его из дома, так как он не хотел этого делать. Он разозлился, когда прота повредил его духовный меч. Однако этот был спасен экзорцистами, вот почему он так им благодарен. Поэтому Чен решает отвезти прота в логово экзорцистов через черный ход, но по прибытии он понимает, что они работают вместе с демонами, что приводит к тому, что Чен становится очень опечален, так что в результате он теряет контроль и его духовная энергия разрушается. И увидев это, прота решает сразиться с экзорцистами и демонами, и через несколько секунд он очень легко побеждает их всех. А затем прота высвобождает коррумпированную силу Шона. И через несколько секунд прота обманывает Шона, говоря, что он был спасен им, в результате чего Шен совершенно ошеломлен, ничего не помня. А через несколько дней мы видим, как Джи осматривает дом, в который он решает войти вместе с членом своего отряда, но в другом месте. Они понимают, что в доме полно демонов, поэтому Джи решает вызвать подкрепление. Однако замечает, как его партнер убегает от страха. В результате чего Джи шокирован и остается один против нескольких демонов, которые начинают избивать его и издеваться над ним как над игрушкой. Но в этом мы видим, как прота случайно проезжает мимо дома на своем велосипеде, и увидев состояние, в котором он находится, он решает помочь ему. И после этого мы видим, как появляется отряд Джи, и тут они замечают, что демоны на земле побеждены, так что они думают, что Джи позаботился обо всех. Поэтому через некоторое время он получает большая церемония в городе, так как он считается величайшим героем. Итак, Аджи начинает произносить речь о том, как он начинал в отряде и как он якобы побеждал в прошлом своей силой, так что все вдохновляются, слушая его речь.
Но в этот момент сцена взломана, и на экране появляется видео с его участием. Там его избивают демоны, и в этом нам открывается, что это видео было записано по приказу Йоши, поскольку она хочет избавиться от самого Yi, и просмотрев видео, она шокирована, так как в своих воспоминаниях он победил демонов, но после этого мы видим, как Джи побеждает малоизвестность в городе, из-за чего его самые большие поклонники внезапно выступают против него, и он решает дать ему отпуск там, чтобы подождать, пока все уляжется, поэтому Джей вынужден принять их. И когда он выходит из кабинета босса, он встречает свой отряд, который демонстрирует свою заботу о нем. Но он автоматически успокаивает их и говорит ему, что позаботится о безопасности города, и поэтому после этого он уходит. Однако Джи понимает, что он оставил свои ключи от машины в офисе, поэтому он автоматически решает вернуться, но тут замечает, что вся его команда празднует. Поскольку они много работали, когда и он был ответственным, и став свидетелем этого, он решает уйти, не забирая свои вещи. Ключи, из-за чего он ходит под дождем, совершенно подавленные. Но в этом Джин замечает, что демон идет по улице, поэтому он решает последовать за ним. Однако тот попадает в ловушку демона и его товарища, которых они очень легко побеждают там. И один из демонов показывает, что их миссия избавиться от него, но он не может этого сделать. В этот момент появляется Прота, который использует свою огромную силу, чтобы очень легко победить демонов. И пытается изменить воспоминания, и чтобы заставить его думать, что он победил их. Однако Е останавливает его и там спрашивает, не изменял ли он ему случайно, на что Прота искренне отвечает, что да, и на этом и спрашивает, почему она выбрала его. И услышав это, Прота говорит ему там, что он заслужил свое звание героя, поскольку он человек, который больше всех заботится и который работает больше всех. Услышав это, Джи спрашивает Прота, может ли он научить его каким-нибудь новым техникам или чему-то подобному, на что Прота явно соглашается. И после этого мы видим, как Джи решает уехать из города, чтобы отправиться в путешествие в одиночку. А через несколько дней мы видим, как Куо сидит в столовой с Шоном, и там Куо спрашивает, кого он пригласит на праздник святых. На что Шен лжет, говоря ему, что он планирует пригласить Линка, но в этот момент он появляется и говорит ему, что в этот день ему нужно будет поработать. Поэтому Куо насмехается над ним, и Шен спрашивает Ку, кого он планирует пригласить на вечеринку, на что он отвечает, говоря, что пригласит Йоши. В результате чего Куо спрашивает его, кого он планирует пригласить на вечеринку. Шен говорит ей, что она не может согласиться. Но на этом Ку говорит ей, что у него все еще есть шансы, поскольку, будучи новичком в городе, Йоши никого не знает, поэтому он решает воспользоваться этой возможностью. И после этого Куо говорит Шону, что знает, что он не хочет приглашать Линка на вечеринку, поскольку человек, которого он действительно хочет пригласить, это Вонг, что автоматически заставляет Шона сильно нервничать. Поэтому там Куо призывает его пригласить ее, что это заставляет Шона восстановить доверие. Так вот, они оба решают пригласить Рона и Йоши на вечеринку в честь святых. Но когда Шен забирает Рона, он замечает, что она встречается с Эль Протой, и в этот момент Шен узнает, что они оба планируют пойти на вечеринку вместе. Из-за чего Шен явно остается в стороне в шоке, и после этого он решает бросить школу. Но на выходе они встречают Куо, который рассказывает Йоши, что тоже отверг его, так что там они оба обнимаются и начинают плакать. А потом вечером мы видим, как все присутствуют на празднике святых, который отмечается в замке, построенном Йоши. Семья Ронга. И там Прота встречает Ку, который рассказывает ему, что он решил присутствовать на празднике вместе с Шоном, который, по слухам, живет в замке, построенном семьей Деронг. Он задерживается из-за пробок. И в этот момент Рон появляется на вершине замка, и там она рассказывает, что праздник святого проводится в честь ее предков. И после выступления она официально приветствует всех, так что гости начинают входить по порядку. Но в этом случае Прота приглашают пройти через VIP-вход, поэтому через несколько минут он встречается с Роном, с которым начинает прогуливаться по весь замок, пока они разговаривают. И через некоторое время Рон говорит Проте, что его родители на работе, поэтому там он приглашает его поужинать наедине, на что Прота явно соглашается. Но войдя в комнату, Рон понимает, что там его дедушка по имени Юань, поэтому Рон совершенно шокирован. И после этого мы видим, как все трое идут в столовую, и там Юань спрашивает Прота, каковы его отношения с Роном. И услышав это, Рон явно пытается вмешаться, однако Юань ругает ее взглядом, из-за чего Рон вынужден молчать.
И после этого Юань спрашивает Прота, где работает его отец, на что тот отвечает, что пишет статьи в интернете. Касса, что приводит Юаня в ярость, но там он решает дать ему шанс, спросив его о его успеваемости в академии, на что Прота отвечает, что его способности ниже среднего, что приводит к тому, что Юван теряет терпение, и там он злится на Рона, так как он думает, что привел его в академию. Бесполезного парня в дом. Но тут один из охранников просит его успокоиться и вспомнить семейные правила, так что в этом Юань решает успокоиться, и в этом он решает провести 3 теста с Протой, чтобы принять его в указанную семью, на что Прота явно соглашается. И через несколько минут Юань показывает, что первое испытание – это сила, поэтому он использует измеритель силы, с помощью которого он показывает, что он очень силен. И после своего испытания он просит Прота попробовать. И там Прота ударяет по счетчику как можно мягче, что заставляет всех насмехаться над ним, но в этом случае машина разрушается, получив такую огромную мощность. Так что Юань совершенно поражен. И после этого мы видим, как он решает взять Протона на второе испытание, которое состоит в том, чтобы выстрелить в него по мишени, которая находится на холме. Поэтому Прота использует лук и стреляет из лука с большой силой. И там все видят, как стрела не попадает в цель, однако Прота просит Юаня немного подождать, и в этот момент мы видим, как стрела облетает земной шар и попадает в цель, что приводит всех в крайнее изумление. И после этого Юань решает провести с ним последнее испытание, которое оказывается боем с использованием боевого оружия против него, на что явно соглашается Прота. Здесь мы можем заметить, что у Прота уже образовалась трещина, так что там он решает использовать дубинку со склада, но в этом случае Прота очевидно соглашается. Юань мгновенно сдается, так как Прота на самом деле схватил священный посох семьи Ронг, который никто не мог нести в течение многих лет, когда он весил почти 7000 килограммов. Так вот почему Юань извиняется перед Протоном за то, что не признал его самим богом этого мира. И увидев это, Прота забеспокоился, что проявил часть своей силы, но через несколько минут мы видим, как все решают продолжить фестиваль. Так что это загорается несколько парящих огненных шаров. И после этого начинается заключительный ритуал вечеринки, когда семейная трость выходит из бассейна на всеобщее обозрение. Но в этот момент все понимают, что трость находится не на своем месте, и поэтому Хуан начинает подозревать, что трость не на своем месте. Прота украл его, так как он единственный, кто в настоящее время может его удержать. И в этом мы переносимся в прошлое, где мы видим, как Йоши просыпается в своей комнате и там решает почистить зубы, но в этом случае ей звонят за пределами ее дома. Так что Йоши Салли встречает большая птица, который оказывается отцом Йоши, и там он напоминает ей, что скоро будет отмечаться праздник святых. И после этого отец Йоши приказывает ей украсть семейный посох Рона, на что она без колебаний соглашается. Так что после этого Йоши готовится присутствовать на вечеринке. Но по прибытии на вечеринку охранник не пропускает ее, так как одно из правил состоит в том, что она должна быть с партнером, поэтому Йоши решает войти вместе с Линком. Однако она понимает, что Линк сотрудник на вечеринке, поэтому Йоши вынужден работать вместе с ней, чтобы он мог войти. И после этого Йоши выносит несколько бокалов с напитками в главную зону, но в этом она решает использовать это как отвлекающий маневр. Поэтому Йоши опрокидывает бокалы, и из-за этого платье Линка намокает. Поэтому она использует это как предлог, чтобы войти в главный зал вместе с Линком, где он спрашивает Лин, где именно находится посох, на что Лин отвечает, что он в подвале, поэтому Йоши отделяется от нее и начинает искать посох. Оказавшись там, Йоши ждет, пока Прота и остальные выйдут из подвала, что позволяет ей остаться с ним наедине. Поэтому она использует эту ситуацию, чтобы войти в подвал, где ей удается встретиться с семейным посохом Рона. Вернувшись в настоящее, мы видим, как все они оказываются на складе, и там Юань извиняется перед Эль Пратой за то, что так плохо с ним обращался. Так что на этом ему он просит вернуть посох, но в этот момент появляется Гром. И там он упоминает ему, что Прота не крал посох, так как он всегда был на стороне Ворта, поэтому Юань задается вопросом, кто мог тогда это сделать. И там Гром упоминает, что трость может меняться в размерах по своему желанию, так что Вор мог изменить размер, чтобы сбить их с толку. И в этот момент Прота решает прервать разговор и там предлагает всем посмотреть на камеры видеонаблюдения, что заставляет Юаня и Грома задуматься. Удивитесь, потому что они не знали, что там были камеры, и просмотрев их, они понимают, что Йоши был на складе. А затем во время смены сцены мы видим, как Йоши находится в подземной части своего дома, который находится на острове Экзорцистов, и там Йоши пытается провести ритуал. Но на этом ее прерывает звонок Ронга, который находится за пределами ее дома, чтобы я вернул ему трость. Однако Йоши решает прервать звонок и на этом пытается продолжить ритуал.
Но в этот момент Куо решает спеть песню на полную громкость, в результате чего ритуал Йоши снова прерывается, поэтому Йоши решает выйти из своего дома, чтобы поприветствовать их. И тут он отрицает, что украл посох, однако Рон ему не верит, поэтому Йоши решает попросить своих последователей остановить мальчиков, и после этого Йоши идет на холм за своим домом, и там она встречает Эль Прота, который просит Йоши вернуть посох, поэтому Йоши начинает призывать различных демонов, чтобы победить Прота. Однако Прота побеждает его очень легко. И в этом Йоши использует свой свиток, который он разрезал. Однако этот свиток отправляет их обоих в печать, где они встречаются с И в этом нам раскрывается, что и путешествовал, чтобы посетить клан экзорцистов, так как он был изгнан из клана экзорцистов, был послан Протой. И оказавшись там, он пытается проникнуть в храм экзорцистов, так как ходили слухи, что внутри него было несколько демонов. Однако Йоши появляется позади него, и там использует свиток, чтобы отправить его в печать демонов, поэтому И сражался с различными демонами. С этого момента. И после этого Йоши рассказывает, что она нашла трость, но не смогла ее поднять, поэтому она упоминает, что у нее ее нет. И в этом мы видим, как печать ломается посохом семьи Ронг, что приводит к освобождению нескольких демонов. И в этом мы видим, как посох меняется в размерах и становится меньше, а затем его удерживает раскрывая нам, что в процессе именно он был тем, кто это сделал, я украл трость. И в этот момент мы переносимся в прошлое, где мы видим, как он был измотан, вернувшись во времени, чтобы таким образом удивиться, что у него день рождения для мальчиков. Но увидев, что вечеринка была для Лин, он полностью шокирован. И после этого он начинает ходить по комнате, как будто он был в шоке. Переулок, где он падает совершенно истощенный, и в этот момент появляется маленький демон, который решает помочь ему, дав ему кусочек своей еды. После этого маленький демон решает отправиться в свое логово, и там уже решает отомстить людям. Поэтому он начинает заключать союз с другими демонами, которые решают принять и организовать план, чтобы с ними перестали плохо обращаться. Так что после этого он начинает спасать других демонов, которые были захвачены самими людьми, а затем превращается в Линка, чтобы таким образом вырубить Йоши. И после этого он с легкостью крадет семейный посох Рона, таким образом заканчивая воспоминаниями, в котором он решил провозгласить себя новым королем демонов. Но из-за этого он нервничает при встрече с Протоном, поэтому он просит своих последователей держаться подальше, чтобы они были в безопасности, на что они автоматически соглашаются. И после этого Прота спрашивает Аси, хочет ли он сразиться с ним, на что тот отвечает отказом, так как он знает, что не сможет победить его в бою, поэтому он решает бросить ему вызов. В словесной баталии, где Али задаст 3 вопроса, на которые Прота должен ответить правильно, на что явно соглашается Прота. Что вызывает у него удивление, потому что он не ожидал, что Прота согласится. Однако Прота доказывает ему, что он сможет ответить на его вопросы. Так что в этом он решил задать ему первый вопрос, в котором он просит его ответить на сложную задачу по арифметике, поскольку он видел, как Прота всегда отвлекался во время этих занятий. Однако Прота дает ему ответ очень легко, что автоматически заставляет его удивляться, поскольку Прота никогда не учился в школе. На что Прота отвечает, говоря ему, что он всегда сдерживался. Поэтому он решил задать ему второй вопрос, в котором он просит его найти закономерность между движениями 3 небесных тел, что автоматически вызывает у Проты удивление, поскольку это проблема, решения которой до сих пор не найдена, но в этот момент Прота решает притянуть 3 планеты близко к Земле, чтобы таким образом проанализировать тела на практике. Поэтому, увидев это, он решает оставить как дан ответ на вопрос, который он задал Протону, поскольку Прота может уничтожить планету, если продолжит в том же духе. Поэтому Прота решает убрать планеты и после этого начинает очень нервничать, так как не знает, какой вопрос может быть невыполнимым. Отвечать за Прота, потому что он, по-видимому, подразумевает, что все знает. Но в этот момент ему приходит в голову спросить, когда у него день рождения, что приводит Прота в сильное замешательство, поскольку он не знает, когда ему исполнится день. Так что на этом он злится и принимает форму гигантской лягушки атаковать Прота, которому очень легко удается победить его. Поэтому Ха решает вернуться во времени несколько раз, чтобы попытаться победить хотя бы один раз Прота,
а после этого превращает Прота в младенца, чтобы попытаться победить его. Однако Проте удается победить его, все еще явно находясь в таком состоянии, поэтому он решает поймать его в конце времен, но как только он оказывается там, Прота встречает плачущего щенка, поэтому Прота решает обнять его и показать ему, что он не один, что приводит к тому, что он теряет сознание. Вы оба возвращаетесь к реальности. И тут Прота решает создать новый мир, чтобы демоны могли жить в мире. И после этого Эль спрашивает Прота, может ли он оставаться его собакой, на что Прота соглашается, тем самым заканчивая этот конфликт. Поэтому после этого мальчики решают остаться на острове экзорцистов, чтобы провести на нем отпуск. Внутри нее. И после событий на острове экзорцистов мы видим, как А возвращается жить в дом Проты, которого он решает понаблюдать в своей комнате, поскольку тот занят своим компьютером. И по этой причине он просит собаку не перебивать его. А потом этот пес говорит ему, что Прота готовит специальную программу в виде техники, созданной для изменения памяти, и тут он понимает, что речь идет о технике великой амнезии. И эта методика, которую он использует, это метод большой амнезии. Он программирует, потому что Рон уже знает о великой силе Прота. Поэтому, чтобы в будущем никто не узнал об этом, Прота готовится, так как не хочет больше привлекать к себе внимание. И через некоторое время мы видим, как Прота заканчивает программирование и решает использовать маленькую игрушку по имени Сяо Тянь, чтобы он проверил созданную им программу. И после анализа Сяо Тан объявляет Проте, что проверка прошла успешно, в то время как с другой стороны он спрашивает у Прота, почему он не выполнил программу, что напрямую не использует технику большая амнезия, на что Прота отвечает, говоря ему, что он не может этого сделать, поскольку у этого есть серьезные побочные эффекты, которые могут доставить ему еще больше проблем, оставив после себя последствия. А после того, как ты закончишь программировать прототип, упомяни, что остальную технику ты передашь своему отцу, чтобы он четко закончил работу. И в этом он задает вопрос, действительно ли это НАТО, на что он отвечает, говоря, что это создание прототипа на небесном уровне, поэтому Ахи решает не верить ему, поскольку видит в нем только игрушку, а затем упоминает, что несмотря на то, что Прота необыкновенный, невозможно, чтобы он достиг своих способностей к настоящему времени, поскольку для него явно трудно, чтобы кто-то мог увидеть хоть крупицу этого с небесного пути своей духовной энергией. Однако в этот момент Прота решает проигнорировать слова а затем на следующий день мы видим, как Прота готовится идти в школу, но в этот момент он получает сообщение от Ронга. Так что Прота здоровается с ней, а затем напоминает ей, что сегодня в спортзале Академии проходит тест. Так что там Ронг удивляется, что не помнит об этом, но затем спрашивает Прота, не вызовет ли это снова беспорядок, как во всех тестах, на что Прота отвечает нет. Ответьте, сказав ему, что он работал над тем, чтобы таким образом контролировать всю свою энергию. А потом Рон просит Проту не беспокоиться, так как она сохранит секрет своей силы. И после этого небольшого разговора мы видим, как появляется отец Проты и говорит ему, что ему удалось создать магическое оружие с помощью своей программы «Небесный путь». Так что этому он объясняет, почему он не хочет, чтобы Прота был в безопасности. Что нажатие кнопки на оружии и отдача определенной команды вызовут вспышку, которая заставит того, кто получит свет, потерять полчаса памяти. И услышав это, Прота спрашивает своего отца, какой приказ он должен отдать, чтобы привести в действие оружие, на что его отец отвечает, говоря, что фраза «ты веришь в свет», пока ты нажимаешь кнопку ластика памяти. Но из-за неосторожности отец Проты получает вспышку пистолета, а это в свою очередь приводит к тому, что он теряет память о своих последних 30 минутах жизни. Так вот, в этом он снова объясняет Протону, что он создал оружие, чтобы стереть память, и по этой причине Прота решает проигнорировать его и взять оружие перед тем, как идти в школу. А тем временем отец Проты кричит на него, прося не использовать его так близко к нему, чтобы на него не повлияло оружие. И через несколько часов мы видим, как Шен говорит Проте, что сегодня у них будут занятия физкультурой с новым учителем, и по этой причине он очень взволнован, потому что у него нет оружия. Он сможет показать ей свою силу. Однако Кью говорит ему, что он не должен возлагать на него таких больших надежд, так как он не сможет победить профессора. Поэтому Аиша дает ему повод позже упомянуть, что он, по крайней мере, сможет победить Прота. Поскольку все по-прежнему думают, что этот довольно слаб, что заставляет Ирона и Лин смеяться над этим комментарием. И после этого мы видим, как профессор Пан входит в зал и говорит ему, что она надеется, что все будут в восторге от физических занятий. На что Чин отвечает, демонстрируя свое волнение в первую очередь. Однако Пал лжет мальчикам, говоря им, что новый преподаватель физкультуры заболел, а затем решает запереть дверь за новым учителем, чтобы тот не вошел. Так что в этот момент Шен приходит в уныние, так как ей очень хотелось посмотреть уроки физкультуры. И учительница говорит ему, что урок физкультуры теперь будет уроком техники владения мечом, который будет вести профессор Сукан,
который будет вести урок вместе с другими учениками. Другие, кто не принадлежит к элитному классу. И после того, как вы предоставите эту информацию, поддон упоминает, что если у них возникнут какие-либо проблемы с этим изменением, они могут пойти в ваш офис, чтобы обсудить это прежде чем покинуть гостиную. И после этого мы видим, как мальчиков вместе с другими учениками ведут в новый тренажерный зала, чтобы пройти урок техники владения мечом. Так что там они наблюдают, как все тренируют свои тела, чтобы тренироваться еще больше, и Чин рассказывает ребятам, что это место было построено заново после войны с миром демонов. Так вот в чем Линк упоминает, что это произошло благодаря семье Рона. Поскольку они вложили деньги в 60-ю академию, чтобы иметь возможность восстановить ее, на что Рон отвечает, что это явно не так уж и много. И в этот момент разговор прерывается, когда Цукан входит в спортзал, держа в руках магическую сферу, с помощью которой он создает экран, отображающий изображение воина. И там он упоминает, что перед началом урока владения мечом каждый должен сначала познакомиться с могущественной легендой мира по имени Фань Жуй, который известен как бессмертный фехтовальщик, и в настоящее время неизвестно, где именно он находится. А потом Сухан рассказывает всем, что Фань Жуй давным-давно постиг технику меча на уровне небесного пути, с помощью которой он мог прорезать врата рая. Услышав это, ученики спрашивают профессора, насколько сложно овладеть техникой владения мечом на уровне небесный путь, на что их хан отвечает, говоря им, что даже будучи настоящим бессмертным, ему было бы очень трудно понять один из 3000 существующих небесных путей, из-за чего кому-то за всю свою жизнь не удается постичь ни капельки этой техники, сколько бы тренировок они этому не посвятили. И тут Сукан упоминает о разрушительной силе техники высокого уровня для перемещения гор и поворота рек. Поэтому Айхен понимает, что бессмертный фехтовальщик – это необычный человек, поскольку они могут постигать даже техники небесного пути. А затем Куо упоминает, что хотя они принадлежат к элитному курсу, они не могут их понять. Но услышав это, его собака улыбается и говорит мальчикам, что сегодня у каждого будет возможность понять эту технику. И в этом случае учитель активирует магическое оборудование, известное как руководство по небесной букве, которое способно показать кому-то оружие и технику в соответствии с уровнем, чтобы ребята могли лучше понять эту технику. Так вот Цукан говорит всем, что ей нужно только ввести в него руководство по своей духовной энергии, чтобы оно активировалось. Поэтому ребята поражены, увидев, что руководство по небесной букве впервые заработало. И в этом Суухан упоминает, что после использования ее энергии и понимания техники меча, руководство проведет автоматическую демонстрацию. И объяснив это, профессор говорит всем, что сегодня он сможет опробовать руководство, чтобы узнать, смогут ли они понять технику меча, так что, пожалуйста, дайте мне знать. Там его свеча решает вызывать учеников одного за другим в порядке очереди, и в этом он призывает первозванного Гуана, который решает подойти к команде полностью уверенным, активируя свою духовную энергию в своих руках. И в этом он использует свою духовную энергию против руководства, в то время как в то же время ясно, что мы видим, как Прота начинает вспоминать, когда он разговаривал с Сяо Тянем накануне, которому он сказал, что завтра будет испытание, и поскольку он не хочет его разрушать, он просит его каким-то образом ограничить свои силы манеры, и чтобы этот попробовал изо всех сил, Прота решает вручить ему пачку печенья. И возвращаясь к настоящему, мы видим, как руководство по небесному письму отправило Гусуана в полет и оставило его без сознания и без волос, в результате чего его товарищи решили немедленно доставить его в лазарет, забрав его из спортзала. Так вот, Сукан упоминает, что если их понимания будет недостаточно, они в конечном итоге потеряют сознание из-за руководства небесная буква. И там Куо решает спросить профессора, что помимо обморока, руководство также может сделать его лысым, на что Цукан отвечает, говоря, что есть вероятность, что он упадет в обморок. Если это произойдет, а затем вы решите позвонить Шону, чтобы он стал следующим, кто воспользуется руководством, так что там все беспокоятся о том, чтобы потерять волосы. Однако Шен взволнован, бесстрашно приближаясь к руководству, так как у него все равно не так много волос, и в этом Шен использует свою духовную энергию против руководства. А этому дается техника меча 3-го ранга. Вот почему Сухан использовал его, он поздравляет и решает сдать его в этом тесте, поэтому Ику начинает поздравлять Шона, который начинает гордиться тем, что он только что сделал. И в этом Цукан призывает Прота быть следующим, кто воспользуется руководством, и по этой причине он спрашивает Прота, что им нужно будет сделать. На что Прота отвечает, говоря ему, чтобы он не паниковал, так как на этот раз он позаботился о том, чтобы его энергия была стабильной. Однажды, столкнувшись с руководством Сухана, он сообщает ему, что на этот раз секта 60 приобрела страховку для академии и для руководства, чтобы обезопасить экономику школы. Поскольку каждый раз, когда Проута проводит тесты, всегда происходит какая-то авария или разрушение. И в этом Рон спрашивает учителя, купил ли он ему страховку для спортзала, на что Сукан отвечает, что новый класс физкультуры сделан из гораздо более прочного специального материала. Поэтому он упоминает, что в спортзале определенно не будет никаких проблем. Однако Рон беспокоится, так как она знает, что Прота может легко разрушить спортзал своей силой,
поэтому она просит Проту не беспокоиться и изо всех сил старается не выделяться. И тут Прота решает попросить ее руку, чтобы использовать ее вместо твоя, потому что так ты сможешь избежать использования своей силы. И услышав это, он понимает, что это будет очень хорошей идеей, поскольку его понимание небесных путей составляет всего 1% от Прота. Поэтому он решает заменить Прота, чтобы уменьшить риск вызвать большой хаос. Однако в этот момент мы видим, как Атан осознает, что очень трудно ограничить возможности Прота, и несмотря на то, что он использовал руку. Прота вызывает большую волну в руководстве, которая заставляет учеников взрываться силой. И тут Прота понимает, что испортил еще одно испытание. И в этот момент мы видим, как в руководстве демонстрируется техника меча небесного пути после получения энергии от чего, что заставляет всех быть пораженными, увидев это. Но затем они решают сбежать, так как в руководстве описывается техника меча небесного пути. Демонстрация руководства может разрушить все место. И там мы видим, как руководство небесная буква активирует технику небесного меча, которая представляет собой божественный меч, падающий с неба и разрушающий потолок спортзала. Так вот, Изукан спрашивает Прота, что это за бог на самом деле. Однако Прота решает проигнорировать его и бросить во что, чтобы он уничтожил небесную технику в руководстве. А затем Прота использует восстановительную технику, чтобы очень быстро восстановить спортзал. Так что есть несколько учеников встают и начинают задаваться вопросом, как получилось, что зал был полностью разрушен. Восстановлен. А тем временем Рон пытается приблизиться к Проту. Он решает использовать отцовское оружие, чтобы стереть всем память. Однако на Рону дополнительно влияет то, что она оказывается очень близко к вспышке оружия, и по этой причине она теряет сознание от такого света. И став свидетелем этого, Зухал просит Прота немедленно отвезти Рона в лазарет, чтобы о нем позаботились. И во время смены сцены мы видим, как Фань Жуй обнаруживает, что наблюдает вдалеке за техникой небесного меча, так что там его духовный меч радуется. Что он уже в порядке, его хозяин очень скоро сможет достичь своей цели, которая заключается в том, чтобы найти идеального наследника. И в этом Фань Жуй понимает, что божественный меч указывает в том направлении, где они уничтожили преступную организацию Цзиньлю. Так что вот он начинает интересоваться этим человеком и решает отправиться на поиски человека, который сможет унаследовать его наследие. И в одной из сменяющих друг друга сцен мы видим, как группа скрывающихся от правосудия преступников, известных как 4 феномена, собирается на своей базе, где они начинают отдавать дань уважения своим двум великим кумирам Фанру и Нангу. И после этого члены группы собираются, чтобы поболтать. Но в этом самое главное. Они понимают, что 4-й член по имени Яо не присутствует на этом собрании. Поэтому они начинают задаваться вопросом, чем это вызвано, поскольку сегодня для них очень важный день. На что один из участников по имени У отвечает, что у Яо есть важная миссия, которую он должен выполнить, что заставляет его задуматься. Какая миссия была бы такой же важной, как приезд на собрание, на котором они празднуют свой юбилей? На что ты отвечаешь, говоря ему, что это миссия, которая сделает их сильнее? А тем временем мы видим, что Цзяо на самом деле находится в центре видеоигр, где он стал очень известен, заняв первое место в рейтинге симуляторов меча за 30 лет. И никто не смог бы побить этот рекорд. А с другой стороны мы видим, как Юань решает позвонить старому другу, который показывает нам аниме по имени Лао Ли, чтобы он проверил ронг. Поскольку ее дедушка обеспокоен, узнав, что она упала в обморок в школе после событий в спортзале. И пока Лао Лила проверяет, Юань начинает думать о детстве Рона и о том, как она всегда во всем переусердствовала. Вот почему он всегда просил ее не прилагать столько усилий, чтобы у нее не было проблем со здоровьем. Однако Рон всегда игнорирует это, и по этой причине она всегда занимала первые места во всем. Вот почему дом Рона всегда был полон трофеев, занявших первые места в разных областях. Но на этом мысли Юаня прерывает Лао Ли, который просит его замолчать, поскольку тот пытается прощупать пульс Рона, и после этого Лао Ли вздыхает. И это заставляет и Рона, и Джан волноваться, думая, что у него уже неизлечимая болезнь. Итак, вы оба начинаете сожалеть и думать об этом, и тут Рон извиняется за то, что больше не может о нем заботиться. На что Джан отвечает, что очевидно именно он не смог хорошо о ней позаботиться. Однако Оля упоминает, что он вздохнул только потому, что чувствовал себя немного задыхающимся, но это не значит ничего плохого. И после этого Оля сообщает Хуану, что после осмотра она поняла, что с ее низким диагнозом у Рона все в порядке. Из-за чего Хуан спрашивает его, почему он внезапно потерял сознание в академии, на что доктор отвечает, говоря ему, что получше бы сердце Рона забеспокоилось. И упомянув об этом, очевидно, Лаоли говорит Юаню, что если он все еще очень беспокоится о своей внучке, она может отвезти его в санаторий на острове Кристантема, который открыл ее хозяин, где они предлагают лучшее медицинское обслуживание и где Рон сможет отдохнуть на некоторое время. Какое-то время. Так вот, Юань удивлен, узнав, что такой сайт существует, на что Оля отвечает, говоря ему, что на данный момент он еще не полностью построен, но тестовый отдел открыт. Поэтому, когда строительство закончится, он будет включен в остальные секторы. Услышав, что у них возникли трудности со строительством объекта, Юань решает вложить деньги, чтобы санаторий был построен очень быстро,
так что там Оля удивлена, поскольку даже в новостях стало ясно, что компания семьи Рона решила поддержать их в строительстве санатория. Санаторий. И через несколько дней мы видим, как Прота готовится покинуть свой дом, но в этот момент его останавливает его мать, и там она дарит ему несколько подарков, которые были сделаны Чоном Кай-Эл. Таким образом, там нам рассказывают, что несколько дней назад мальчики узнали о том, что Чень Кай-Эл – это один из самых известных людей в мире, что Рону поместили в санаторий, и по этой причине они начали болтать об этом из-за чода. И в этом случае они решают купить подарки, чтобы навестить ее, однако они также понимают, что все слишком заняты, чтобы пойти. Поэтому ребята решают пригласить людей, которые не ответили на сообщение, и попутно принести подарки друг другу, на что они отвечают: «Я не знаю, как это сделать». Что, очевидно, ребята принимают. И таким образом мы переносимся в настоящее, где мы видим, как Прота прибыл в санаторий с подарками других мальчиков и вместе с приложением, чтобы навестить Ронга. И при входе мальчиков проверяет бот, который дезинфицирует их, чтобы они не вызывали проблем со здоровьем на сайте, а затем приветствует вас обоих. Так что на расстоянии Рон приветствует их, очень рад видеть посетителей на месте, а тем временем он замечает, как за ними наблюдают несколько камер видеонаблюдения. Поскольку Юань и директор обнаруживают, что наблюдают за ним из комнаты с камерами, так что там дежурный он спрашивает Юаня, не планирует ли он подслушать разговор Проты и Деронга, явно находясь в одиночестве, поскольку его внучка может оказаться в опасности, на что Юань отвечает, говоря ему, что ей ничего не угрожает, одновременно приветствуя А, который вошел в комнату без стука. Проблема. Так что директор поражен, поскольку он не заметил момента, когда А вошел в комнату и, оказавшись внутри, А упоминает, что, будучи 60-летним студентом академии и живя с ним, он может сказать, что Прота это кто-то уважительный и очень добродушный, конечно, что невозможно, чтобы он мог причинить Ронгу какой-либо вред. Я совершенно одна, и по этой причине Юань тоже волнуется. И в этот момент нам становится ясно, что режиссер влюблен в Ронг, и по этой причине он пытался удержать ее подальше от Проты, поскольку, очевидно, он встретил ее первым. А с другой стороны, мы видим, как Ронг рада видеть все подарки от парней, которые прислали ей с желанием, чтобы она поправилась. Но в этом она замечает, что среди подарков нет подарка от Прота, и по этой причине Рон очень злится на него. И тут Прота решает взять еще один предмет из своего магического хранилища, а это, в свою очередь, очень волнует Рона. Однако Прота показывает, что он принес ему только горячую воду, чтобы он мог ее выпить и поправиться, что приводит к тому, что Рон очень разочарован. Так что он не может дождаться, когда Рон вернется домой. Что, заметив это, Прота решает подарить ему также упаковку печенья ограниченным тиражом. Так что теперь Рон, если вы поблагодарите его за этот подарок. И в этот момент мы видим, как появляется робот, чтобы сообщить Рону, что тест на здоровье, который он должен пройти, готов. Поэтому, услышав это, Рон радуется и спрашивает Прота, не хочет ли он пойти с ней, так как говорят, что тест будет очень интересным, на что Рон отвечает нет. Прота автоматически соглашается и решает пойти с ней на сайт, где будет проходить тестирование здоровья в санатории, и, оказавшись на сайте, робот просит Рона ввести свое имя и пользователя, чтобы он мог пройти тест, и после этого нам становится ясно, что тест включает в себя прохождение различных тестов. Специальные игры, так что в этом Рон направляется к автомату с когтями, чтобы попытаться получить одну из плюшевых игрушек в игре, и в этом ей удается схватить одну из плюшевых игрушек. Но она очень быстро падает, что заставляет Рона опечалиться, увидев это. Так что вот в чем Прота он решает принять участие, чтобы получить одну из плюшевых игрушек из когтеточки. И в этот момент директор приказывает поставить все машины на максимальную сложность, чтобы этот не смог выделиться перед неправильным, из-за чего рукоятка машины становится намного слабее и ее труднее двигать. Однако Прота использует свое великолепное умение, чтобы перемещать рычаг машины с очень большой силой. Поэтому в этот момент он начинает двигаться с большой скоростью, что создает небольшой торнадо, который в свою очередь приводит к тому, что многие мягкие игрушки легко вылетают из машины и все остаются на месте. Мы были поражены, увидев это. И после этого мы видим, как робот объявляет, что теперь будет проведен тест для оценки ловкости. Но в этом случае Прота решает сыграть в игру с помощью пользователя Ронга и снова побивает рекорд своей большой скорости. Так что там директор решает приказать усложнить задачу «Безумный уровень», чтобы пытаться остановить указанного Прота. Однако в следующей игре Проута снова побьет рекорд. Поэтому тем временем в игровой комнате мы видим, как Цзяо злится на пользователя, который побил все свои игровые рекорды, что заставляет его начать задаваться вопросом, откуда взялась эта игра. Человек. И возвращаясь к Проута, мы видим, как после нескольких испытаний появляется последнее, в котором речь идет о симуляторе меча. Так что в этом случае Проута использует легкую атаку на машину, однако этот разрушает машину и использует стену санатория, чтобы обладать большим количеством оружия. И в то же время Цзяо в полном изумлении наблюдает, как его рейтинг был превзойден, и счет кажется бесконечным. А с другой стороны, Юаню интересен Прота, так как то, как он прошел все игры, очень похоже на стиль, который был у молодого человека. И после этих испытаний Прота решает обменять очки, заработанные во время игры, чтобы купить Ронгу плюшевую игрушку, говоря ему, что он подождет, пусть она очень скоро поправится. Поэтому, услышав это, Ронг очень волнуется, а затем благодарит Прота за его подарок. А тем временем мы видим, как Цзяо безуспешно пытается побить результат Прота,
так что вот он так злится, что решает пойти за пользователем, который испортил его рейтинг, чтобы таким образом устранить его полностью. А с другой стороны мы видим, как Эль Прота решает вернуться домой вместе с А, который говорит ему, что Сяо человек с очень плохой репутацией, и теперь, когда он поднялся в рейтинге, он наверняка придет за ним, чтобы отомстить. Однако Прота решает не обращать особого внимания на это и на предупреждение А, и через несколько дней во время смены сцены мы видим, как 4 феномена снова собираются на базе. Но увидев, что Сяо больше не появился, самый старший из них он злится и начинает задаваться вопросом, из-за чего он снова потерпел неудачу, на что отвечает, говоря, что некий человек, который не знает своего места, осмелился бросить им вызов, поэтому Цзяо решил лично разобраться с этим субъектом, чтобы отомстить. И там старший в группе спрашивает, кто он такой. Именно этот человек, на что отвечает, говоря ему, что это тот, о ком не стоит упоминать, а тем временем мы видим, как Гео направляется в 60-ю академию. Держа в руках фотографию неправильно, поскольку он думает, что именно она побила его рекорд из-за того, что он не был в курсе. Прота использовал своего пользователя для игры, поэтому тот решает подстраховаться, чтобы попасть в академию и таким образом отомстить. А с другой стороны мы видим, как Сукан вместе с Пеном смотрит документальный фильм, в котором он рассказывает о том, насколько полезным стало физическое культивирование для производителей. Так что там Сукан понимает, что ему скоро нужно будет преподавать физическое культивирование в Академии 60. Однако Пан прерывает его и говорит, что уроки физики не так важны, как кажутся, поскольку профессор Пан твердо верит в древние техники духовной энергии, а они гораздо важнее. Поэтому она говорит Цукану, что если он будет продолжать изучать физику, он не сможет. Приближаясь к новому конфликту, учащиеся должны будут запомнить и записать каждое существующее духовное уравнение, поскольку это самое важное. Но услышав это, Цукан говорит Пану, что также очень важно знать техники работы с телом. Поэтому в этот момент оба учителя начинают спорить друг с другом о том, следует ли им обучать своих учеников физическим техникам. Однако дискуссия прекращается, когда Фань Жуй появляется в учительской, и как только он там появляется, тот спрашивает его, ищут ли они еще инструкторов по физкультуре для школы. И увидев его хан поражен, поскольку он признает его святым меча важной организации. Фракции по этой причине приветствуют его с огромным уважением, в то время как с другой стороны Пан начинает сомневаться в нем. Поэтому в своем Фан Руи он решает использовать 10% своего духовного давления, чтобы затем спросить его, достаточно ли этого, чтобы квалифицироваться инструктором по физическому совершенствованию. На что Сукан отвечает утвердительно, а затем спрашивает его, почему он пришел в секту 60 в поисках работы. И тут Фань Жуй решает быть честным и говорит ему, что очевидно он ищет наследника, поскольку президент Академии 60-х – вундеркинд, которого он ищет. Поэтому, выслушав искренний ответ Фань Роя, Сухан решает провести его по помещениям школы, но в то же время Сукан упоминает ему, что для того, чтобы он мог проводить занятия по физическому воспитанию, он должен сначала получить одобрение профессора Пан, которая полностью отрицает, что ученики должны посещать занятия по физическому воспитанию. Ученики, принимайте этот урок. И через несколько минут мальчики наблюдают из окна за тем, кем может быть их новый учитель физкультуры. Поэтому они начинают задаваться вопросом, не является ли он невысоким стариком, который сможет научить их чему-нибудь о физических методах. Однако Шен упоминает, что возраст человека в классе не имеет значения, если он является экспертом. И в то же время он общается с Протой, который говорит ему, что, вероятно, это святой меча. Пусть он будет здесь, чтобы найти официального наследника, поскольку только специалист по мечу может привлечь другого специалиста по мечу. Однако Прота это не волнует, так как в отличие от других он не очень силен в обращении с мечом. После этого мы видим, как профессор Пан входит в зал и говорит им, что сегодня у них будет небольшое испытание. А затем упоминает им, что новый наставник по совершенствованию не очень силен. Физик учится в школе, и это займет у него много времени. Так что мальчики обескуражены, услышав эту новость, в то время как учительница лжет им, говоря, что она тоже плохо себя чувствует из-за этой ситуации. А мы тем временем наблюдаем, как Прота использует свое маленькое поле позиции в своей записной книжке, и благодаря этому она понимает, что Сяо направляется к ней по направлению к школе, так что там и он, и они узнают, что Сяо пришел убить Джуна. А тем временем Сяо оказывается все ближе и ближе к академии, и там GPS его сотового телефона сообщает ему, что за ним наблюдает виртуальный глаз, что приводит Хныча в замешательство, так как он не может видеть никаких виртуальных глаз, и по этой причине он упоминает, что у него есть виртуальный глаз. С гордостью никто не в состоянии следить за этим. А вернувшись с Протой, мы видим, как он уходит с уроков со своими друзьями, и Чин упоминает, что, возможно, в этом семестре у него не будет занятий по физкультуре. Поэтому Эйлин пытается подбодрить его, говоря, что она очень хочет посмотреть, как он использует свою технику кулачного боя. Так вот, где Шен приходит в восторг и начинает строить им иллюзии с Линком, который в этот момент говорит ему, что она просто пытается его утешить. Что еще больше расстраивает Чена, но на этом разговор мальчиков прерывает Фань Рой, который говорит ему, что каждый раз, когда они разговаривают, Линк пытается его утешить. У одного из них необычное тело, и по этой причине они могут быть вундеркиндами физического совершенствования.
сегодня. Однако мальчики решают просто поприветствовать его, а затем попрощаться с ним, в результате чего Фань Жуй просит его остановиться. И там Прота спрашивает его, когда он сможет посещать физические занятия, на что учитель отвечает, говоря ему, что это очень трудно сказать, так как он не знает, когда он будет готов. Преподаватель Пан очень жестоко и не разрешила ему давать уроки, поэтому он решает попросить ребят о помощи, чтобы все явно выиграли. И услышав это, Рон спрашивает его, что именно он должен делать. И в этот момент Фань Жуй решает активировать свое духовное давление, которое действует на всех, кроме Эль Прота, поскольку это явно влияет на всех. Так что после этого Чен взволнован, так как он всегда верил в своего учителя физкультуры, который был экспертом, несмотря на то, что обладал обычной внешностью. А с другой стороны, Кью понимает, что Фань Жуй использовал духовную энергию своего тела, чтобы изменить воздушный поток, и явно поддерживает свое тело, чтобы иметь возможность летать. Так вот, Фан Руи рассказывает, что это продвинутая техника полета, которую можно увидеть в физическом развитии. А затем упоминает, что в академии необходимо освоить технику полета на низком уровне до окончания учебы, поэтому Айхён беспокоится, так как если они и дальше не будут посещать занятия из-за физической культуры, они не смогут освоить технику полета. Но в этом Фан Жуй упоминает вам, что суть техники полета заключается в точности управления вашей собственной духовной энергией, а также в том, что она находится между блокировкой и открытием. Услышав эти последние слова, Рон взволнован и говорит Фань Жую, что ему удалось понять, что он хотел ему сказать. Поэтому Фань Жуй поздравляет его с тем, что он такой умный. А потом Рон говорит мальчикам, что она уже знает, как проводить занятия по физкультуре, и по этой причине она идет за профессором Пеном во время послеобеденного перерыва, чтобы сказать ему, что все ученики скучают по ней. Так как все они с нетерпением ждут своего теста, он взволнован, услышав, что ребята очень хотят учиться, и по этой причине он решает пройти тест во время перерыва. И после этого мы видим, как профессор Пан решает спокойно пообедать в своем кабинете. Однако появляются Чен и Прота, чтобы сказать ему, что по мнению студентов, все согласны с тем, что их уровень сложности был не очень высоким. И по этой причине они требуют еще одного теста. Так вот, где учитель Пан поражена, потому что она вынуждена согласиться с просьбой мальчиков. И через несколько часов мы видим, как Пан возвращается в свой кабинет уставший. Однако Кью входит в гостиную, чтобы сказать ей, что все снова скучают по ней. И по этой причине все ученики находятся в комнате алхимии и ждут ее. Поэтому там учительница спрашивает Кью, не устали ли ученики, на что Кью четко отвечает, что она нет. Так что в этом случае Пан вынуждена пойти со своими учениками. И по этой причине мы видим, как на следующий день Пан возвращается в учительскую и надежно закрывает дверь, чтобы ее не беспокоили. Однако Прота решает взломать дверь гостиной, чтобы войти вместе с Роном и Лин. И как только он оказывается внутри, он говорит учителю Пену, что все ждут его урока призыва, так что его Кан предлагает заменить учителя, однако девушка отказывается. Он сразу отказывается, так как они предпочитают Пана. И после этого Пан пытается спрятаться в ванной, но в этот момент появляется Рон, чтобы найти ее и таким образом продолжать приставать к ней. Поэтому в этот момент учительница решает разрешить мальчикам посещать занятия по физкультуре. Поэтому, получив эту новость, Рон начинает праздновать с Протой, что он достиг своей цели. И после этого мы видим, как мальчики начинают свой первый урок физической культуры с Фан Роем, который говорит им, что в будущих классах они будут изучать все виды физической техники. Но сегодня вы должны увидеть основу, которую имеет каждый из них. Так вот этот говорит всем, что им нужно будет бросить тяжелый мяч, чтобы они могли наблюдать и проверять основную силу пользователя в дополнение к гибкости его тела. А затем Фань Жуй упоминает, что если они хотят пройти это первое испытание, им нужно будет бросить его выше колен. 80 метров, так что в этот момент Чен приходит в восторг и решает первым сдать тест. И бросив мяч, Чону удается преодолеть дистанцию в 100 метров и пройти его без каких-либо проблем. И после этого наступает очередь Прота, поэтому он решает использовать технику на мяче, чтобы увеличить гравитацию в миллион раз, и таким образом явно сделать его тяжелее. И в этот момент Прота бросает мяч, и мяч падает примерно в 50 ярдах от него, в результате чего Прота дает отпор, и Фань Жуй думает, что Прота не может быть его наследником. Но в этом он показывает, что на самом деле мяч облетел весь мир с огромной скоростью, прежде чем упасть, и кроме того этот мяч также сильно ударил Яо и покончил с его жизнью. Так вот, где Проте удается решить сразу две проблемы. И несколько дней спустя мы видим, как Прота запирается в своей комнате, чтобы явно опробовать новую технику. В то время как на заднем плане мы слышим новости о том, что Яо якобы был схвачен и... Так что тем временем остальные участники четырех феноменов снова собираются вместе, чтобы поговорить о падении вашего партнера. И они решают отомстить человеку, который причинил это Яо. И по этой причине У решает поступить в 60-ю академию. И вернувшись с Протоном, мы видим, как он создает источник энергии, известный как подземный духовный меридиан,
который, как известно, является ключом ко всему творению. И это как если бы они были фундаментом нового дома. Так что в этот момент вы понимаете, что то, что только что создал Прота, практически невозможно сделать вручную. А потом на уроках мы видим, как Сухан рассказывает ребятам о подземном духовном меридиане. И там он упоминает, что сама Земля начала генерировать меридианы, находится под влиянием духовной энергии. Поэтому, если меридиан разрушен, в мире возникают всевозможные природные явления. И услышав это, Чен спрашивает Сухана, существует ли какой-либо созданный человеком духовный меридиан. На что профессор отвечает, что это невозможно, несмотря на то, что Проте удалось сделать это у себя дома несколько часов назад. По окончании урока мальчики замечают, что на улице пошел очень странный снег. Однако мальчики решают игнорировать причину появления снега, чтобы они могли начать с ним играть. А с другой стороны, Сукан встречается с Фань Роем, который говорит ему, что есть вероятность, что мальчик, которого он ищет, появится, чтобы остановить это изменение климата. Но что если он этого не сделает, Сукан встретится с Фань Роем, который говорит ему, что есть шанс, что мальчик, которого он ищет, появится, чтобы остановить это изменение климата, но что если он этого не сделает, он возьмет на себя решение этой проблемы, чтобы не подвергать опасности жизнь любого ученика. А с другой стороны, мы видим, как мальчики продолжают веселиться со снегом, но внезапно погода становится намного холоднее, из-за чего все вынуждены вернуться в секцию Академии Прота, так как он решает решить проблему, и по этой причине он уходит. Он очень быстро находит объект, который создает огромное поле, которое повлияло на меридиан Академии и вызвало весь этот снег. Так что ты удивлен, увидев, что Прота не замерзла, находясь за пределами Академии. А потом этот парень решает напасть на него, чтобы покончить с собой. Однако Прота отправляет его в полет, используя простую магическую атаку, которая заставляет этого разрушить созданное им поле. И после этого Прота решает направить небольшую часть своей духовной энергии в духовный меридиан, чтобы таким образом снова изменить погоду. Что приводит к тому, что поле, которое он создал, разрушается. И после этого Прота решает направить небольшую часть своей духовной энергии в духовный меридиан, чтобы снова изменить Академия, снова обрела свой теплый климат благодаря Проута. И после того, как он это сделал, Прота решает пригласить Ю на конференцию, на которой он встречается с Джи. Так что люди снова начинают верить, что этому с большой легкостью удалось запечатлеть еще одного участника четырех феноменов. И после этого он получает известие о том, что скончался после сильной атаки Прота, и по этой причине группа из четырех феноменов решила предложить награду за голову И, который начинает проявлять полное спокойствие при известии о том, что уже несколько наемников приняли предложение. Я работаю, к тому времени, когда он оказывается один в своем офисе, он впадает в панику и обращается к этому человеку с просьбой о помощи. Однако Прота решает проигнорировать это, чтобы продолжить учебу. А затем на следующий день мы видим, как он и мальчики решают посетить городской торговый центр Граулер, так как в нем действуют невиданные ранее скидки. И оказавшись внутри, Чен и Куо поражены, увидев все, что продается в торговом центре. А затем мы видим, как группа заходит в магазин совершенно редких духовных предметов, где все поражены, увидев высокую цену, которую каждый из них имеет. И наконец мы видим, что все они продаются в магазине. Поэтому Чейн всем говорит, что это нормально, что они такие дорогие, поскольку эти предметы очень старые и очень особенные. А тем временем мы видим, как все предметы начинают обращаться к Проте с просьбой купить их, поскольку они определили Прота как мощного производителя, способного их использовать. Однако Прота решает игнорировать их все, так как у него недостаточно денег, чтобы их купить, и по этой причине все предметы опечалены тем, что их отвергли. А тем временем мы видим, как владелец торгового центра наблюдает за мальчиками с камер видеонаблюдения и узнает в них учеников школы секта 60. И по этой причине он приказывает заставлять учеников покупать предметы за счет собственных духовных сил, так как это явно может ему очень подойти. Вот почему продавец-гид в торговом центре начинает рассказывать Ченгу о новой виртуальной игровой консоли и ведре с яйцом особого существа, чтобы они были в восторге от этих предметов, несмотря на то, что они очень дорогие и за них невозможно заплатить. Так вот, продавец-гид говорит им, что они могут заплатить им, используя духовную силу, которую они получат в будущем в качестве платы. Увидев это, Рон пытается оплатить товары мальчиков своими деньгами. Однако продавец-гид не позволяет ему этого, поскольку его цель – получить духовную силу учеников. Но в этом случае Прота напоминает продавцу, что сегодня в торговом центре также проводится розыгрыш призов, который дает им шанс получить бесплатные товары. И после этого Прота решает активировать имеющуюся у него специальную способность, которая дает ему неограниченную удачу на 1 час, что позволяет ему получать неограниченное количество очков. Он несколько раз выигрывал в лотерею, и таким образом ему удается получить различные предметы для себя и своих друзей. И хотя этот парень пытается сделать все возможное, чтобы остановить Прота, у продавца-гида заканчиваются варианты, и он решает уволиться с работы. А с другой стороны, Прота и его друзья покидают торговый центр совершенно счастливыми, получив все, что хотели. Однако, вернувшись, Чен и Ку решают провести благотворительную распродажу большей части того, что они получили. И через несколько дней мы переезжаем в скрытую библиотеку по дороге небесной, где расположены 3000 техник,
и где работают различные небесные духи. И в этом их принимают души Хуэй Сяо, которых они решают бросить в место, известное как Источник Солнца, чтобы они могли поразмыслить о том, что они сделали плохого. После этого духи показывают, что воин Нан много раз пытался получить энергию Небесного Пути, однако духи препятствовали ему, так как он устранил своего хозяина, и это непростительно. Вот почему Нан много раз пытался без него. Успех. А с другой стороны, мы видим, как его оставшиеся ученики злятся на учеников 60-й Академии за то, что они покончили с Сяе. И там величайший из феноменов упоминает, что у мастера Наня есть еще один ученик по имени Ноль, который намного сильнее их, однако они не могут справиться с этим. Попросить его о помощи, так как он не знает, где он сейчас находится. Но в этом третьем члене группы по имени Ди упоминает, что он получил сообщение, в котором сообщалось, что Академия планирует провести благотворительную распродажу. Так что там он сможет использовать свою способность, которая позволяет ему заставить взорваться любой предмет, который он наполняет своей энергией. И таким образом он сможет использовать это, отомстить им. А с другой стороны, мы видим, как профессор Пан рассказывает всем о продаже, которую они собираются совершить, которая поможет в строительстве самых нуждающихся академий по всему городу. И тут я спрашиваю Прота, уже ли он решил, что планирует продать, на что он отвечает, что еще не знает, но скоро узнает. И после уроков мы видим, как он решает пойти в свой домашний гардероб вместе с Yi. Нам открывается, что он служит дверью, ведущей в скрытую библиотеку Небесного Пути, где мы видим, как Прота с большим уважением был принят духами более высокого ранга. Вот тут совершенно поражен, увидев это. И в этом случае Прота решает доставить упаковку своей любимой хрустящей лапши в обмен на то, что духи получат предмет, который он сможет продать. Поэтому Айзен сообщает нам, что упаковка с лапшой очень полезна для духов, так как она может быть очень вкусной. Это самое важное для Прота. Итак, там духи начинают искать предмет, который понравится Протону, чтобы он мог его использовать, что приводит их в замешательство. И Нэн удается добраться до Небесного Пути, чтобы понять это. Но с другой стороны, Проте удается найти предмет, который он хочет обменять на свою лапшу. Поэтому он решает уйти из библиотеки Небесного Пути. И после этого мы видим, как мальчики снова собираются в школе, где они начинают говорить о благотворительной распродаже, так что если вы не против, мы отправим их в школу. Что Айку упоминает, что он слышал слухи о награде, которую ПНМ планирует вручить лучшему продавцу, что, как оказалось, является желанием, которое находится в пределах возможностей Академии. Так что ребята удивлены, узнав, что это будет награда, которую получит лучший ученик. А затем Чин спрашивает Кью, какое сокровище он привез для продажи сегодня, на что Кью отвечает, что оно прибудет, когда начнется ярмарка продаж. А потом спросит Чена, что он принес. И услышав это, Чен отвечает, призывая ценное копье своего отца. Поэтому Куо удивлен, увидев, что Чен решил взять копье своего отца, не опасаясь, что тот отругает его. Однако Чен говорит ему, что именно его отец передал ее ему для продажи, узнав об этой продаже. А с другой стороны, мы видим, как Лил рассказывает мальчикам, что она уже создала несколько глиняных моделей из-за нехватки ресурсов, чтобы продать что-то так дорого. А затем мальчики уходят. Они понимают, что Прота принес что-то вроде рисоварки, и по этой причине они начинают задаваться вопросом, что такого особенного в этом предмете. Однако в этот момент начинается благотворительная распродажа, и по этой причине все ученики идут во двор продавать продукты, поэтому IQ получает свою посылку, которая оказывается 3 маленькими щенками, только что родившимися в его магазине, и он планирует их продать. А с другой стороны, мы видим, как Ди удается проникнуть с учеником в 60-ю Академию, поскольку Пан определил его как еще одного ученика. Однако Прота замечает это и решает несколько раз отменить заклинание Ди, в результате чего тот решает отправить взрывчатку самостоятельно. Но Прота замечает это, и по этой причине призывает Yi пойти в спортзал, где явно находится взрывчатка с его небесной рисоваркой. А затем мы видим, как Yi решает сразиться с Ди по приказу Прота, которого ему удается победить, благодаря специальному костюму, который Прота создал для него. Он в тот момент, когда получил награду за свою голову. А тем временем Рон решает купить Роуса у Проута по высокой цене, и благодаря этому Проута мгновенно становится бестселлером во всем институте. Поэтому в конце благотворительной распродажи мы видим, как он решает заказать по своему желанию любимую лапшу, которая, очевидно, совершенно особенная, из-за чего все его коллеги сбиты с толку ответом Прота. И после этих событий мы видим, как величайшему из 4 феноменов по имени Чи удается вернуть душу Сяо, и вместе с ним он начинает ходить по черному рынку, говоря ему, что сделает все возможное, чтобы восстановить свое физическое тело. После этого Чи упоминает, что мастер Нан оставил специальную сумку на этом рынке, прежде чем уйти, чтобы потренироваться, когда группа окажется в опасности. Поэтому Айчи использует свой пароль, чтобы связаться с нелегальным продавцом, другом Нанга, который, увидев его, решает передать ему маленькую сумку, и открыв ее, он понимает, что внутри нее находится легендарная сфера с огромной духовной силой, поэтому, получив Ци, он решает уйти вместе с Сяо.
чтобы продолжить свой план мести в 60-й Академии. А с другой стороны мы видим, как Джи встречается со своим боссом, который очень доволен им, так как тот победил большинство членов 4 феноменов. Однако Джилл упоминает ему, что они получили сообщение о том, что Чи получил легендарную способность, которая позволяет ему оживлять маленькие керамические статуи, обладающие огромной духовной силой. Услышав это, босс и забеспокоился и упомянул, что они не могут позволить своим планам осуществиться, так как это может быть очень опасно. А с другой стороны мы видим, как эта информация дошла до Академии 60. И по этой причине Сукан начинает рассказывать об этом учителям, так как школа может подвергнуться нападению в любой момент. Поэтому он начинает разрабатывать стратегию защиты, чтобы обезопасить их всех. Услышав, насколько сильными могут стать эти духовные состояния Ши, которыми он обладает, Пан очень волнуется. Однако Фань Жуй просит его сохранять спокойствие, а затем упоминает ему, что он обеспечит безопасность всех учеников. Поэтому, упомянув об этом, он решает раскрыть свою силу, которая заставляет его внезапно омолодиться. А также учителя и директор школы поражены, увидев его силу, который решает попросить всех подготовиться к возможной приближающейся войне в Академии. Так что в этом случае Пан решает научить мальчиков создавать групповую защитную магию, чтобы они явно могли оставаться в безопасности. А тем временем она прибывает в пустыню, где ей удается освободить и активировать все духовные статуи. Так что после этого она решает пойти в Академию 60 вечером, чтобы узнать, как создать защитную магию. Нападите на нее и завершите свою месть, в результате чего ученики и учителя решают активировать групповую защитную магию, в то время как Прота покидает барьер, чтобы найти лучший способ решить эту проблему. И там мы видим, как Ха решает помочь мальчикам укрепить барьер, чтобы остановить атаки статуи Си, в то время как Фань Рю выходит, чтобы явно противостоять им. Поэтому, став свидетелем этого, Прота решает использовать небольшую часть своей силы, чтобы уничтожить Чи и все его статуи с их помощью. Это отличная возможность для Фань Жуя взять на себя всю ответственность, что заставляет Цукана быть пораженным, увидев огромную силу Фань Рю. В то время как с другой стороны он задается вопросом, кто стоял за всей этой ситуацией, которая явно ставит их всех в затруднительное положение. И после этого мы видим, как отряду там удается найти секретную базу 4 феноменов, и по этой причине они решают взять ее и исследовать без проблем, покончив со всеми. Однако субъект по имени Ван Лонг выходит из-под земли, побеждая весь отряд Джима, показывая, что он тоже является частью 4 феноменов. А с другой стороны мы видим, как Рон оказывается в очень счастливой комнате, думая о том, что Прота наблюдает за лапшой хрустящие чипсы, выпущенные ограниченным тиражом, которые она получила от него. Поэтому, увидев их, она решает пойти в самый важный банк города, чтобы попросить хранителя хранить эту лапшу на самом безопасном уровне, что приводит к изумлению хранителя. Понимая, что молодая женщина хочет защитить только простую хрустящую лапшу, но в этот момент разговор прерывается, когда Хуан появляется совершенно расстроенным. И там он просит смотрителя запереть Рона в специальном котле семьи Сун на 3 дня. Так что там все удивлены, услышав эти указания от Юаня, но затем нам стало известно, что Ван Лонг публично объявил, что убьет Джуна в течение 3 дней в полночь. И там выпуски новостей начинают объявлять об этом всем, упоминая, что Ван Лонг – легендарный грабитель-земледелец, который, по слухам, убил Джуна. Он тренировался в подземной духовной жиле, которая лежала в основе всех 4 явлений. И после этого объяснения мы перенеслись на 3 часа раньше времени, объявленного Ван Луном. Поэтому Прота и мальчики решают пойти в дом Рона, чтобы поговорить с Юанем. И упоминает, что несмотря на то, что Ван Лунг раскрывает, что он будет воровать, и когда он это сделает, он всегда выполнял свою миссию, несмотря на множество препятствий, которые у него были, что заставляет мальчиков и Ику искать его. Вы будете удивлены, услышав все это. А потом Юань включает телевизор и рассказывает, что он приказал переоборудовать семейный котел, чтобы он выглядел как комната Рома, и очевидно, чтобы ей было удобно. Так что мальчикам удается общаться с Роном без особых проблем, в то же время нам становится известно, что за всем банком производителей теперь ведется наблюдение и безопасность на высшем уровне, чтобы не дать Ван Лунгу сойти с рук и покончить с жизнью Ронга. Однако, когда наступает полночь, Жун переносится в неизвестное пространство, где он оказывается наедине с Ван Луном, который решает покончить с собой за то, что якобы покончил с таким количеством представителей 4 феноменов. И это пугает Рона, так как Ван Лонг чрезвычайно силен. Но в этом случае Прота связывается с ней и просит ее съесть хрустящую лапшу, которую она ему подарила, поскольку он не может отправиться в это измерение, чтобы помочь ей, потому что иначе она нарушила бы другие измерения. Итак, Рон решает подчиниться Протону, и это приводит к тому, что Рон получает очень небольшую толику силы, которой буквально обладает Прота. Став свидетелем этого, Ван Лонг решает бросить в нее один из своих волшебных мечей, чтобы прикончить ее. Однако Рон использует ладонь своей руки и без проблем уничтожает меч, несмотря на то, что он очень мощный. Что приводит Валона в полный трепет, когда он становится свидетелем силы Рона, которую он внезапно обрел. А с другой стороны мы видим, как Эль Прота решает транслировать прямую трансляцию с помощью чтобы обмануть их всех.
Поэтому там он использует свою технику трансформации, чтобы создать поддельный ром, который обманывает всех и каждого. Все, чтобы они думали, что с ней все в порядке. Однако говорит Протону, что его техника трансформации не очень хороша, и по этой причине она явно не продлится долго. Именно здесь Прота решает направить часть своей духовной энергии на половину USB кабеля, что позволяет ему поддерживать трансформацию Рона в течение длительного времени больше времени без проблем. А тем временем мы видим, как Рон продолжает сражаться с Ван Лонгом с помощью энергии Протона, так что последнему удается нанести своему врагу раны, несмотря на большую разницу в опыте. А тем временем Фань Жуй удается почувствовать его мощную энергию, используя свой духовный меч, и, конечно же, Фань Жуй может использовать свою силу, чтобы убить его. По этой причине он понимает, что наследник, которого он так долго искал, сражается с самим Ван Луном, который является самым гордым учеником Нанга, младшим братом секты Фань Жуй. И узнав об этом, Фань Жуй решает использовать специальное руководство, которое позволяет ему наблюдать за борьбой людей, с которыми он уже дрался раньше. Так что там ему удается наблюдать за Ван Луном только с помощью руководства, пока он сражается. А вернувшись к Ван Лонгу, мы видим, как Ронг жестоко избивает его. Однако Ронг решает нанести ему отличную комбинацию, с помощью которой он побеждает Ван Лонга, которого затем отправляют с Протой и благодаря ему. Поэтому после этого Ронг воссоединяется с Протой, в то время как его сила в ней исчезает по прошествии 3 минут. И после этого боя Рон пытается в чем-то признаться Проте, но тот автоматически исчезает, а затем за ней появляется Фань Жуй, которого она просит извиниться: вернитесь к наследнице своей фракции меча по имени Удзи, поскольку вы считаете, что она является единственной подходящей кандидатурой. Поэтому, услышав эти слова, Рон очень смутилась. А тем временем мы видим, как Нэн закончила свое обучение и вернулась на базу 4 феноменов, где она побеждает всех подчиненных Джи, за исключением одного из них, которого она спрашивает, что случилось. Это произошло, когда она была на улице, поэтому она упоминает, что не планирует предавать Джи ни организации. Услышав это, Нэн решает использовать свою мощную технику, с помощью которой она контролирует разум молодой женщины, чтобы таким образом она раскрыла ему все, что произошло, пока она была на улице. А мы тем временем наблюдаем, как ребята в тренажерном зале тренируются в рукопашном бою, не обращая внимания на то, что она попросила разрешения пропустить сегодняшний день. А потом мы видим, как Куба упоминает, что Джилл прислала всем им приглашение попасть в захватывающий театр, посвященный бессмертному мечу. Так что вот он взволнован, потому что они смогут увидеть легендарную битву между Фань Жуй и Нань, как если бы они были там на самом деле. А тем временем нам стало известно, что Рон пропустила занятия, так как у нее очень важный обед с Юанем и Фан Руи, которые просят разрешения у своего деда, чтобы она стала наследницей их фракции. Но услышав это, Юань сразу отказывается, так как хочет обезопасить свою единственную внучку. Поэтому, несмотря на столько настойчивых требований, Юань отклоняет просьбу Фань Жуя. И после этого Ронг решает передать Фань Жую приглашение в захватывающий театр, в который пойдут мальчики. Поэтому, получив приглашение от той, кого он считает своей наследницей, Фань Жуй решает согласиться пойти, несмотря на то, что у нее не было особого желания. И позже нам становится известно, что Прота попросил ее там, чтобы она пошла. Я бы пригласил ребят, а Рону пригласить Фан Руи, чтобы у него был четкий план. А с другой стороны, мы видим, как Прота переносит его в мир, который он создал для себя, и где он показывает ему, что может создавать и изменять все, что ему заблагорассудится. Так что он был поражен, увидев это. И в этом мы видим, как этот мир создан Протой. Речь идет об иммерсивном театре, который приглашает мальчиков. Так вот, в этом Прота принимает его как бога этого измерения, и по этой причине группа начинает свободно летать по миру. А с другой стороны, Фань Жуя встречает И, который принимает его с большим уважением, говоря ему, что очень его ждал время. И в то же время мы видим, как Нэн узнает о смерти всех своих учеников и о том, что Рон якобы был виновником всего этого, что приводит к тому, что Фань Жуй теряет сознание. Что приводит к тому, что он тоскует и решает использовать навык, чтобы найти свое местоположение. Так вот, где Нэн удается добраться до захватывающего театра, где она встречается с Фань Жуем, и по этой причине он решает убрать его, чтобы он не мешал. Поэтому Фань Жуй пытается защитить себя, несмотря на то, что у него недостаточно энергии, поскольку Нэн стала намного сильнее. Став свидетелем этого, Прота решает помочь Фань Жую издалека, одновременно делая всех зрителями легендарной битвы между этими двумя фехтовальщиками. Поэтому Фань Жуй и Нан становятся намного сильнее. Пусть там ребята будут в восторге, так как думают, что они явно переживают легендарную битву, которая произошла много лет назад. Тем временем мы видим, как Фань Жуй решает высвободить свою духовную энергию, чтобы принять свой молодой облик и таким образом противостоять Нан, объединившись со своим духовным мечом. Поэтому Рон удивляется, спрашивая Прота, как получилось, что Фань Жуй и Нан не заметили их присутствие, несмотря на то, что Фань Жуй и Нан. На что Прота отвечает, говоря ему, что он явно создал барьер, чтобы скрыть их. И в эти моменты мы видим, как Нэн решает активировать мощную технику, которая высвобождает огромную злую духовную энергию, которая воздействует на мальчиков и вызывает у них очень плохое настроение. Поэтому, увидев, что они начали создавать проблемы, Прота решает активировать технику очищения, чтобы
чтобы избавить мальчиков от зла. А тем временем Фань Руи защищается от атак Нанга, используя свои силы, а затем он решает собрать свою энергию из этого нового мира, что в свою очередь приводит к тому, что Нанг убивает его. Это позволяет вам создать мощную технику в обмен на вашу жизненную энергию. Наблюдая за этим, мы видим, как Нанг начинает вспоминать тот момент, когда он встретился со своим учителем и спросил его, почему он выбрал Фань Жуя своим наследником, а не его, поскольку в этом году Нань выиграл важное соревнование фракции. Однако его учитель говорит Фань Жую, что он позволил ему это, так как он ни в коем случае не хотел драться со своим товарищем по команде. И услышав это, Нан наполняется злобой и решает столкнуть своего учителя в пропасть, чтобы покончить с собой. Его жизнь, в то время как он, в свою очередь, его учитель, начинает разочаровываться в нем. И вспомнив об этом, Нан злится и нападает на Фань Жуя, чтобы прикончить его, поскольку Фань Жуй начал слабеть. Поэтому, увидев, что Фань Жуй больше не может, Прота решает вмешаться в драку, в то время как Чин и Куо приходят в восторг от мысли, что все это часть игры и что на самом деле этого не происходит. Но ясно, если это произойдет, и в этом Фан Руис потрясен, увидев, что он всегда был тем человеком, которого я искал больше всего. В то время как Прота начинает отбивать все атаки Нанга, который остается в полном шоке, увидев, что кто-то настолько силен. А затем Прота использует особую способность, с помощью которой он очень легко побеждает Нанга, а затем просит там взять его в плен. И после этого конфликта мы видим, что Фань Жуй вот-вот умрет, применив особую технику. Однако Прота решает дать ему еще 500 лет жизни, чтобы он мог продолжить поиски наследника своей фракции. Так что, став свидетелем этого, Фань Жуй очень благодарен императору. Прота, который решает воссоединиться со своим другом, чтобы продолжить наслаждаться этим новым миром, созданным им. А 2 месяца спустя, во время смены сцены, мы видим, как родители Прота находятся в больнице на медицинском осмотре. И в этот момент нам становится известно, что мать Прота беременна новым ребенком, что заставляет отца Прота беспокоиться, поскольку он чувствует, что у него есть ребенок, что мир сейчас может оказаться в еще большей опасности. И так заканчивается эта замечательная донгва. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет меч. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если вы хотите поздравить в одном из видео или хотите порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подпишитесь на меня в Instagram, где вы будете по ссылке в описании в разделе видео. Комментарий исправлен, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И больше ничего, кроме ананасовой колы.